Босс. Нормально, да. Хорошо. Так. Угу. Окей. Так, все. Всем привет, кто подошел, кто смотрит. Всем привет. Всем привет. Так, сейчас. Угу. Окейшки. Так. Тут вроде все. Угу. О, чай. Меня жена побрила и постригла. Сегодня я прям такой. Ухоженный. Ладно, давайте-ка начнем. А, тут прям еще выбираешь уровень. Блин, такое. Давайте так. Так, поезд. Местные доложили о большом продолжительности аномальных событий, случающихся в этом месте. Ага. Эпицентром кажется припаркованный локомотив в центре железнодорожной станции. Тело было найдено внутри поезда. Так, мы еще не идентифицировали тело. Та-та-та. Что-то там какие-то жесткие повреждения. Привет, Тарсан, здорово. Ты меня в баре врубил? Окей. Всем привет! Привет! С вами! Ну, лянь. Ну, ладно, погнали. Куча людей. Ну, всем привет. И что делать? Что? Аномалии прежде были замечены в какой-то... Где? Экстремально близкое внимание... Если вы заметите, что что-то изменилось... Окей, ладно. Ну, я не знаю, тут вроде все нормально. Smart TV 65 телек, ядрить копить. Капунка. Так. Мир. Улыбки сегодня. Да как будто все прикольно.
В смысле, а какие аномалии могут быть в ВЧ? Passenger C. Emergency exit. Это? Нет. Не, ну я просто подумал, emergency exit, типа внутри купе, когда там как коридор, ну типа, ну бред какой-то. Ну, видимо, все пока что довольно-таки спокойно. Нет никаких стрёмных событий. Ну, время только полночь. Ночь только началась. Чисто балдеем. Правда, я не понимаю, какие у меня еще настройки есть. Ну, имеется в виду управление. Я не обратил внимания, читал сообщение. Ну, там текст какой-то длинный был. Ну, ладно. Да. А быть охранником в каком-нибудь таком вот объекте, прикиньте, да? Сидишь такой, пялишься на 6 мониторов. Опа, 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 опа. Ты глянь, ты глянь. Аномалия обнаружена. Все, аномалия починена. Жесть, я молодец, конечно. Наикал. Ну, типа, что? Какие-то детские призраки меня будут чисто пугать. Никаких жестких вещей. Типа, бегущая женщина вдоль продола этого поезда или типа того. Ну так, чтобы вообще охереть можно было, типа, от внезапности и стрёмности. Ну, видимо, нет. Ну, по крайней мере, пока. Все довольно-таки спокойно. Если мы увидим, что, например, ну, там, не знаю, изменилась надпись, там, например, вот вместо Smile Day будет написано типа Die Day или Come Day, я не знаю, то да. А вот это тоже норма, типа вот emergency выход в окно, типа паунс в окно, это окей тема? Просто я думаю, это, ну, нездоровая херня какая-то, не? Почему никого не смущает такая штука вообще? Это в порядке вещей? Купи-ка я чай. Ваше здоровье. Сэндвич. Кола. Опа, вот этого не было. Внимательный я, внимательный. Ребята, тоже внимание подрубайте. Смотрите, что к чему. Как бы вместе играем, грубо говоря. Я думал, этого стакана тут нету. Херить, это нормально, что так... Такой гонг был прям. Опа, 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 опа. Да. Эта игра точно не для вечеринок, я вам так скажу. И не для того, чтобы смотреть, сидеть. Хотя, нет, на самом деле смотреть такое нормально, я считаю. Типа сидишь такой вместе, ну, со мной. Смотришь, что к чему. Где шо. Изменился, все в таком духе. А он, значит, был, да?
Ну просто даже типа какой-то гнетущей музыки нету. Вот я к чему. Была бы хоть какая-то гнетущая музыка. А, вот это же изменилось, лол. А это нормально, что изображение так искажено? Я прям доебусь до всего. Окей. Да. Так. Медведка. Не, ну, с одной стороны, конечно, правильно, что мне 24/7 не дрочат какими-то аномалиями. Так сказать, хотят сыграть на внезапности, что ли, или просто... Не знаю, на каком-то реализме. Я даже себе погромче сделал звук, чтобы, если что, хотя бы от звука какого-то обосраться. Смотрите-ка. Светится. Да, я стал погромче. А, я стримерские наушники заблудить. Во, все. Теперь как-то веселее стало. На самом деле. Да. Разобрался, смотри-ка. Хорошо. Этого не было. Кружки не было? Была, что ли? Да? Настолько обыденная вещь, что я даже не обращал на нее внимания. А вот этого не было. Смотри-ка, пиво налито. Кто это себе налил, а? Ну-ка, признайтесь. Ладно, все исправили, выпили. И положили обратно. Даже помыли его. Опа, 2 часа ночи. Ёпта мать. Чё так страшно-то? Мне больше пугает, как этот... Ну, когда час проходит, звуки эти стрёмные. Ну, это игра своего рода Five Nights at Freddy's, но типа по геймплею получше, скорее всего, я не знаю. Хотя Five Nights at Freddy's скорее будет как-то подинамичнее, конечно, а тут как-то... Ну ладно, тут был призрак. Типа.
2 часа ночи. Говорят, это час призраков. 2 часа ночи. Или 3 часа ночи, я точно не помню. В каком-то ужастике типа такая тема была. Там каждый раз герои фильма такие, типа, блин, не знаю, какой-то херней страдали, и вдруг такие, о, блин, 2 часа ночи. Опа. Сатанизм. И потом с ними случалась какая-то срань. Черт, ну я ожидал, что игра будет как-то повеселее, я не знаю. Хоррор же все-таки, ё-моё. Ё-моё. Ну после этого уровня, я думаю, другой уровень посмотрим. Такой. Там что было на выбор? Госпиталь еще был. Из страшных. Ну, госпиталь, ёшкин кот. Это ну, стрёмная локация сама по себе. Помнится, когда я лежал в больнице, в медцентре там или еще где-нибудь. Ну, были моменты, когда приходилось выйти из своего крыла, и коридоры эти темные, это пипец вообще. А, я еще с сыном лежал, помнится, да. Ну, короче, эти госпитали и там прочие, вот эти вот медцентры, ночью они довольно-таки криповые. Длинные пустые коридоры. Темные. Окей, Анюр, ага, медведь. Он там и так был. Это ничего страшного. Опа. Блин, и у этой игры 6 частей. Это типа 6-я часть. И она, ну, популярна в каком-то смысле. У нее есть свои фанаты. Но это я к тому, что это 6-я часть. Блин, это ж кому-то нравится. Хотя эту игру можно чуть ли не отнести к офисным играм, наверное. Вообще же не требовательная игра это. По-любому. Опа. Медведь стал ближе. Это, по сути, поиск предметов же, да? Это, по идее, мобильная игра, грубо говоря. Мобильная-офисная игра. Да. Работа. Вот так. Я примерно так же какаю, но голову свою не поворачиваю никуда. Там. Ну, вообще он был похож на Антона Логвинова. Наверное, он собирался делать какой-то обзор на какую-то игру. Сидел, ждал на унитазе, пока ему чемоданы завезут. Я уверен, что Тоха Логинов в этом году вообще прям супер богат был. Это я к тому, что очень много игр выходило в этом году. И у многих игр прям 10 из 10. 9 из 10 там оценки. Типа все безумно хороши.
Что-то мне прям захотелось посмотреть какой-нибудь видеообзор от Антона Логвинова. Прям интересно стало. Любопытно. Глазенки. Папа, там Ну, очень много глазиков. что там? Ну. Вот ты. Баба, там оба. Ну, это типа призраки тут, в этой игре. Тут такая тема. Мы должны засечь их. И доложить, так сказать. Ну, пока все очень просто. Не, ну и вообще, если игру как-то воспринимать как чисто челлендж на внимание и на реакцию, и все в таком духе, то в принципе, да, игра будет интересной. Но пока все, ну, безумно просто. Может быть, уровень поезд самый легкий? Выбора сложности-то не было. Как такового. Скорее всего, да. Хм. Опачки. Пропало. Ну, вообще, локация сама по себе простая, в том смысле, что вещей мало и тому прочее. Обратить внимание можно, ну, очень быстро и легко на какие-либо изменения. Ну, типа, слишком легко. В этом проблема. Все слишком просто. Деталей мало. Тугой. Утюг. Жарко-то. Спотел-то вот тут. Страшно, да? Вот тебе страшно все-таки, да. Вот да, игра же не страшная. Потом тает. Не, ну детям-то, конечно, может быть и стрёмно будет. Не, ну и сейчас так подумать, будь мне лет 14, 15, 12 и там прочее, ну, был бы я школьником просто, то да, я бы с таким интересом сейчас сидел и тыкался было все это, типа, йоу, как же страшно, я бы думал. Опа! Фига себе, смог кинули. Рашат. Контртеррористы. Точнее, террористы. Рашби, наверное, закричали, такие побежали. Ха, перед уходом заправил кровать, молодец какой. Страшно, да? Хорошо. Страшно, да? Нет, да? Вот, спотел прям. Чебар. Костюматик. Да. Эта игра способна напрячь 3-летних детей.
Большое достижение для данной игры. Опачки. Это как так вообще? Да. Да и сами аномалии какие-то слишком заметные, я бы сказал. Смоки всякие, дымы. Одна единственная зубная паста. Да, поскорее бы этот уровень закончился. Мне вот только вот одно волнует. Оно будет помечено как пройденные, я надеюсь. Согласен, игра скучная. Да. Не, ну на самом деле, если так подумать, игра прикольная в том смысле, что чел придумал, как использовать созданные им локации в плане геймплейна. Причем очень просто. И в таком притягательном, как типа ты должен следить, точнее обнаружить аномалии и тому прочее. Типа как искатели могил, но скорее тут как больше сотрудник фонда SCP, грубо говоря, который ищет всякие эти необычные штуки, чтобы их потом изолировать, ликвидировать, все такое. Несколько активных аномалий в твоей зоне. Distortion, да, наверное? Это абьюз? Кто-то играет в бутылочку. Да, что-то они прямо подрубили активности прям. Активничают. Товарищи призраки. 5 часов. Ну все, скоро ночь закончится. Прибыпах. Сейчас бы влог. Да. Короче, завтра вот с утра по-любому займусь влогом. Все, короче. Надо бы. А то ж прям неудобно становится. Я сегодня с утра сел заниматься этим видосом по Алану Вейку. Ну, то есть нарезку просто сделал. И норм.
А завтра вот надо прям влогом заняться, а то я просто не знаю. Я в тот вечер хотел подготовить, но опять же поздно закончил стрим. А утром на работу. Да. Совмещать трудновато. В том плане, что, ну, ты, ладно, стримить-то, ну, потом как-то монтировать все это, но просто, да, уже времени реально не хватает. Привет, Валентин. В, значит, влог. Да. Оно, ребята. В, значит, влог, да. А тут какая-то стрим. Как так фантастиком? Да вообще ничего. Глухо. Привет, Валентин, привет, Бупах. И там еще кто-то подошел, но, блин, я не могу увидеть из-за того, что чат кривое говно. Привет, Квиклоу. Да, здорово. Как дела? Да, нормально. Твои дела как? Купил себе теплые носки с волком. Прям волк на нем нарисован. Вот еще жена меня постригла. Короче, доволен. Так. Смотрел трейлер The Day Before? Да, смотрел. Он безумно похож на трейлер этого GTA. Просто один в один. GTA плюс RDR плюс там еще что-то было. Не знаю, зачем фантастики так делают, вообще не понимаю. Точнее, это даже... Нет, это не фантастики. Это Майтонов. Это уже Майтонов. Они же издатели, они же вот рекламной кампанией занимаются. Что-то совсем уж печально у них там все, конечно, с рекламной кампанией. Да. Ну, я как-то что-то ожидал от этой игры большего. В плане стрёмности, что ли. Не, ну вообще, если задуматься, чего еще можно было ожидать? Геймплейный, ты просто, сука, охранник пятерочки, который спялится в 6 мониторов. Типа, ну... Чего еще можно было ожидать от этой игры? По сути, ничего. Ну, чтобы было страшно, ну... Такое. А? Что? Чего он? В пассажирском Си пропал какой-то объект, в приват Си камера тупила, а в обеденном появился новый предмет. Чего, блин? Это как вообще? Не, ну снова играть этот поезд, что-то вообще неохота. Summer Cottage, университет. Ну, давайте Summer Cottage. Front Yard. Фрешми, здорово. Android бесит. А что с ним? Android как Android.
И это якобы полночь, серьезно? Солнышко светит, вообще капец. Классно. Это было тут? Захожу в приложение Твича на телефоне. Вы не хотите обновить приложение уже второе? Да обнови и все, господи, подстанет. Блин, тут вот это уже сложная локация. Я просто смотрю на это все и хереваю. Столько всего надо замечать. Просто ё-моё. О, туалет Шрека. Обновиться на фоне, не бесить, когда я открываю, да. Ну да, вот так вот люди и создают приложение. Че поделать? Че поделать? Так, а лодка тут была? О, голову. Призраки в сауне. А коса была? Была. Картина явно поменяется. Я как-то не обратил внимания на картину, как она выглядела изначально. Хорошо, она так выглядит изначально. Так, что еще? Это было, это было, это было, это было, это было. Изменений нет. Все то же самое. Тоже. Не, ну вообще, да. Сложность повысилась на самом деле в этой локации-то. Это типа point and click quest? Ну, да, это по сути просто поиск предметов игра, но геймплейная привязка к сюжету грамотная в том плане, что я типа сотрудник SCP, грубо говоря, который занимается исследованием аномалий и вся херня, и я должен обнаруживать аномальные штуки и долаживать об этом, и соответственно, ну, устранять эти аномалии, как-то так. Ну и это все приправлено 3D, не 2D, ущербное, как это бывает всегда в этих поисках предметов. Не, ну призраки, конечно, тут потешные, просто смотри, обезьянка какая-то. Или что это вообще? О, вы из бюро контроля? Yes, I am. Oh. Черный чай. Да, что-то я ожидал от этой игры большего как-то.
знаете, как-то прям не тянет играть эту игру 24/7, так сказать. Ну, в том плане, что... Не, я правда пытаюсь максимально вникнуться в эту игру, плюсы в ней видеть, как, ну, чтобы мне было веселее в нее играть. Но такое. Вот это вот реально вот детям было бы прикольно. Ну, знаете, которым нравится FNAF играть, вот это вот все. Five Nights at Freddy's. Вот просто опиши эту игру какого-нибудь пацану из школы какой-нибудь. Он такой: о, прикольно, скажет. О, как называется? И ты такой: пойдем ко мне домой, я тебе покажу. И потом на следующий день новости выходят о том, что пропал школьник из 5 Б класса. Да, да. Какая же хуета нравится детям иногда, просто в ахуе. Да. На всякий случай осуждаю. Да. Таких людей надо... Вот тесака на таких ребят нет. Вот чтоб они прям вот приходили и играли вместе с этими плохими людьми, вот подобные игры. Я вот что-то упустил, да, явно. Сейчас игра мне такая скажет, что: эй, а ты, между прочим, пропустил нахуй кое-что. Предметы? А, вот этого не было точно. Прям сразу бросилось в глаза, как раз. Не, ну если так посмотреть, уже как-то подпривык к этим локациям. Уже не думаю, что так трудно. На самом деле. Камера malfunction. Я что-то вообще не замечал камеры malfunction. Там, в предыдущей локации, что-то вообще не обратил внимания на этот прикол. А, я знаю, мы после этой игры еще не хоррор поиграем. Он повеселее будет. Я как раз, так сказать, план Б все-таки заготовил. Я-то человек такой, на опыте я понимаю, какие игры могут оказаться калом, какие нет. В том плане, что надо всегда иметь план Б. По-моему, весла не так валялись, не? Блин, эта игра прям, знаете, для душных каких-то людей, в том плане, что вот которым вот лишь бы до чего-нибудь докопаться в своей жизни. В плане, ну не знаю.
А, стул пропал. Да чего угодно, типа. Целых 2 стула пропадал, кажется. Да. Ураганный геймплей на вашем экране. Там сейчас еще и Арсен говорит, смотрит меня в баре, включил мне на телеке 65 дюймов. Блин, о чем он думал вообще? Сейчас на него, наверное, люди такие смотрят, блин, ты че, еблан нахуй? Ты кого нам врубил? Во что он играет, блядь? А ведь он не скажет, что он сам порекомендовал эту игру. Привет, Краска Дорого. Здорово. Ай, блин. На Твиче дешево, а на Ютубе дорого? Блин, ну такое. Да, конечно. Конечно. Видишь, какой я внимательный? Я еще и в такую игру играю, где надо быть внимательным. Тут внимательный, там внимательный, да вообще по жизни внимательный. Не, на самом деле нет, конечно. Мне вот этот навык внимательности, на самом деле, надо прокачивать по факту. Быть, ну, типа, супер внимательным. Знаете, вот хочется сказать еще больше слов внимательным, чисто ради того, чтобы, ну, акцентировать на это внимание. Так, короче, до хера аномалий сейчас будет. Multiple аномалий. Multiple аномалий. Аномалии как в Сталкере? Да не, ну типа, вот. Поменялись вещи, пропали вещи, смоки, дымки, камеры тупят, призраки ходят, вещи перемещаются, вещи меняются. Вот, например, кишки, Honey Nut Guts. Башка. Поэтому, ребята, давайте тоже помогайте. Смотрите в оба. В оба глаза. Пялимся в монитор. И пытаемся заметить какой-нибудь кал. Вот игра, казалось бы, такая, да? Ну, на внимательность, на концентрацию, вся херня. И меня это немного напрягает в том смысле, что будет ли разраб такой мразью и сволочи, что он мне тут просто скримера насрет в лицо? Мне вот интересно. Будет ли он настолько ублюдком? Тын, тын. Ублюдок.
Блин, я вот так стараюсь заметить какие-либо изменения. Я вот в поезде, до этого была локация поезд, я выбирал. Я там целых 3 аномалии, оказывается, пропустил. Пипец вообще. А я думал, блин, это супер изи и супер легко. А нет, оказывается, целых 3 аномалии мимо меня как-то прошли. Я аж охерел с такого прикола. Типа как и когда вообще. Там были аномалии такие, как то, что добавился какой-то дополнительный предмет, пропал предмет, и камера тупила, типа. Вообще не замечал, чтобы камера тупила. Очень странно. Все довольно-таки спокойно. Все довольно-таки спокойно. Таблетки не меняются, картина не изменилась. Но она явно изменится, 100%. Посуда все та же. Огонь горит. С таким разрешением не особо легко замечать мелкие детали. Понимаю. Мелкие детали тут особо не заметишь, конечно. Не, ну а так, вроде как, ну, разрешение я поставил максимально такое, типа, дружелюбное, чтобы у вас вообще не было буфера какого-либо. Просто такое разрешение стоит ставить, потому что, ну, я заметил такую хрень, то что у всех сильно лагает все-таки. Особенно на Твиче. Блин, а как? Где? 12 аномалий. В сауне поменялись вещи. Пропал вещь. О, господи. Вообще не понимаю, а как ты? Я ни разу не победил еще. На самом деле трудно. Давайте пойдем в университет. По собственной воле иду туда впервые. Так. Лаборатория, аудиториум, кортярд. Двор, лаборатория, аудитория. Так, предметы запоминаем. Эти стрёмные тупые лица тоже. Это же ведущий из Первого канала, который хуйню несет обычно. Ну и там все в Первом канале такие, не ошибешься. Так. Угу. Да, Соловей, да. Вспомнил, да. Он. Смоки в картярде. Это смог, да? Или туман? Это нормально? Нет, да? Нормально. Мыслитель. И что, Twitch? Окей. Да, университет, конечно, локация такая, прям смотрю на все это, тупо охереваю мне все это запоминать. О, здорово. Зырит на меня. И часы вроде переместились. Хотя это в порядке вещей, да?
Часы же все-таки. Да, лаборатория выглядит как лютый кал. Стремно. Да. Не, ну, тут, блин, просто охереваю. Не, вот библиотека это пиздец. Куда вот если что-то вот переместится какая-то книга, ну это же ну с ума сойти. Я ж не пойму. Missing object или там типа replacement object там типа. Это же вообще непонятно. Да и аудитория тоже охереть можно. Не, ну вся эта локация просто лютый. Не, вот лаборатория еще окей. Правда. Это нормально. Это еще нормально. По сравнению с тем, что ну там везде и всюду, это просто ну реально нормально. А, смотри-ка, время-то идет. Настоящие часы, кто бы мог подумать. Нормальный, да? Окей. О, кстати, вот смотри, жена побрила, постригла меня. Так, свет в лобби шкварчит. Ой, давайте я прям вот так вот на кресло. Хорошо, спина отдыхает. А вот это вот было или нет? Хотя постойте, как будто что-то изменилось. Офигеть, я понял. А мне казалось, прям на грани. Я думал, все в порядке, но что-то немного сомнений взяли вверх. И решил чекнуть. А это было тут? Окей. Ну, тут как будто ничего особо-то не поменялось. Тут тоже без изменений. О, окей. Все спокойно, все спокойно. Да. Цветы их не было. Жесть, ты хорош. Я даже не понял. Красава, красава, краска вообще хорошая. Я не понял. Окей. А что тут может измениться? Тут ничего.
Не, она была открыта. Она была. Опа, вещи пропали, вещи пропали, вещи пропали. Да, пропало. Угу. Что-то мне хочется докопаться до этого дерева. Не знаю почему. Нормально все с ним, да? Я так и не понял, как выглядит неисправность камеры. Неисправность камеры. Как это смотрится? Я просто уже много раз зафакапился именно из-за неисправности камеры. В круглой аудитории. А проектор работал? Да, работал. Работал. Это тоже работало. Это была тут. Так, это все тут пока что. Окей. Я, кстати, хз, вроде как стулья не все на месте, так и должно быть. То есть дополнительного стула не появилось вроде. Слева снизу. Вот это. Нет. Но замечание хорошее. Опа, чел стоит. Вот это вот оповещение, которое было сверху, оно говорит о том, что сейчас одновременно несколько аномалий происходит. Теперь начинается загадка Жака Фреско. Какие аномалии? Где? Вот это-то понятно. Дерево появилось у входа. А, кстати, хорош. Блин. Целое дерево появилось у входа. Если так задуматься, это на самом деле страшная тема. Ты прикинь. Работаешь себе, работаешь с охранником. И вдруг на тебе такой. Что-то мне тут не нравится. Что-то вот разъедает твой мозг. И вдруг ты понимаешь, там этого дерева не было. И такой, бля, какой страх. Ты прикинь, да. Ты прикинь просто, целое дерево резко появляется. Это настолько, ну, настолько безумно жесткий когнитивный диссонанс вызывает у тебя в голове, что ты, ну, просто, ну, как-то это думаешь, как, типа, чё нахер? Да не может быть, типа. С одной стороны, ты понимаешь, что его там точно не было, но с другой стороны, да как его там не могло быть, это же целое дерево, типа. И у тебя такой в голове происходит свой внутренний спор.
что ты, ну, просто, типа, начинаешь жестко охеревать. Окно въеба... Так. Здесь было лицо. Не, ну, такое может произойти, да, это очень... А вот этого не было, по-моему, не? А, бля, нихуя, да. Ну, поменялось. Поменялись местами, прикинь. Поменялись местами, поменялись местами. Офигеть можно. Ну, такие вещи еще замечать, что они поменялись местами. Трудновато. Вот стопудово тут что-то появится, какое-то лицо или еще что. Надо следить за этим приколом. Что это за говно? Кошка, что это? Это оно тут было? Никогда не замечал. Че за дерьмо? Окей. Опа, вот это вот не было, не было. Очень мерзко. Маленький такой предмет. В смысле, он тут был? Охереть, я настолько невнимательный, что ли? Я думал, тут 3 награды, все стоит, оказывается 4. Что в натуре? Подожди, погоди-ка. Что-то я прям сильно сомневаться начал. Ха. Окей, ладно. Маленький, размытый. Ну да, такой. Даже он меня, он как будто мыльный. А я на большом мониторе. Опачки. А я на большом мониторе. С нормальным разрешением. Ну что-то это прям они, ну, слишком очевидно начали срать. Ну что это такое? Нет, с одной стороны, конечно, нормально. Пускай так делают. Вот как будто вот что-то добавили, у меня вот такое ощущение. Как будто вот дополнительный какой-то вот лишний предмет появился. У вас нет такого чувства? Белый кейс на партии. Этот? По-моему, он был. Этот тоже ближе к центру. Вот это? Это лаптоп. Может, вон тот его не было? Нет. Ладно. Тут тоже все спокойно. Никого, ничего.
На улице тоже. Вот где-то явно камера malfunction происходит. Он настолько непонятный, что ну, я херею. Явно я проиграю из-за того, что камера malfunction. Камера неисправна, типа. Хотя я хз, но все работает. Монитор появился в комнате со скелетом здоровый такой. А, в натуре нифига себе. Это ты хорошо заметил. Ох, пиздец. Не знаю. Камера malfunction, может. Какой стул? Все стулья на месте. В холле? А, в натуре. Капец ты внимательный. А ты хорош. Может быть, сейчас пройдем этот уровень. Пройдем этот уровень. Я тебе випку дам. Так, ну что за хуйня? Вот в лаборатории как будто ничего вообще не происходит. Ладно, тут какие-то бутылки появились и все. Подумаешь, блок пива появился. Что такого? Точнее, убер-класс. Может, это не аномалия, а просто студенты решили, типа, ну, или учителя бухнуть в в библиотеке. Место такое-то, причем хорошее. Можно реально посидеть там, забалдеть. По кайфу ж. Вот тут что-то особо ничего не происходит. Тут как будто бы тоже полная хрень. Палец? Не, он поднимал его. Соловей поднимал картину. Точнее, палец свой. Да он и по телеку также показывает свой палец. Может, и средний тоже показывал. Это ж первый канал. Трэш-канал чисто. Первый канал-то еще раньше был прикольный, а сейчас он реально трэш-канал. Почему-то у меня первый канал больше всего сейчас, знаете, с кем ассоциируется? С фриками всякими. Из нижнего интернета и так далее. Очень быстро щелкаешь. Окей. Нету там больше какого-то, ну, элитарности. Пропало это все. Раньше реально первый канал сочетался с чем-то элитарным, я считаю. В том плане, что, ну, типа, если ты засветился на первом канале, то это круто. Аномалии нас трахнули. И дайте-ка угадаешь, что это. Ну-ка. Камера, да? Да, камера malfunction, библиотека. Я вообще не видел. Как вообще? Что с камерой? Не понял. В аудитории предмет какой-то придвинулся. Потом еще во дворе появился какой-то дополнительный предмет. Да, вообще непонятно, как камера троит. Вообще непонятно. Хер пойми вообще. Ладно. Так, в университете были, в Саммере были, трейнинг были. Так, отель, госпиталь и пул остался. Ну, давайте... В аудитории ноутбук рядом с сумкой появился, но я не понял, не успел сказать. А, да и? Ну ладно. Давайте отель.
Лев. Outlook Manor. Блин, локация такая, прям как будто бы из Хитмана, знаете. Тут пока тоже ничего особенного нету. Там, если что, просто монитор. Я, кстати же, время переграждаю. Лев. Fire Exit. Elevators Bar. Lobby. Вот всякие разные комнаты. Угу. Угу. Запоминаем, что где валяется. Угу. 2 чашки, чайник. На картине шторм в море. Белая шляпа, стакан виски. Тут тоже такое. Ну, скорее всего, стулья будут пропадать барные, и вот эти стулья за столиком. Ну и тут, скорее всего, ну я не знаю. Да, будут пропадать, бутылки пропадать. Не, ну ты с ума сошел? Так, 3, 4, 5, 6. Тут 6 бутылок какие. Тут 8. Тут одна какая-то особенная бутылка. Окей, она тут была. Надпись поменяется стопудово. Вот тут сумки появятся. Картины изменится. Так, этот монитор что? Он только таким было. Картины поменяются. Это тоже. Пропадут кое-какие тут вещи. Диванчики, наверное, тоже. Тут что-то поменяется, изменится. Ковер цвет, наверное, поменяет тоже. Абэш. Надпись поменяется тоже. Что-то надпись тоже какая-то другая. Хелла что-то там написано. Но это нормально, видимо. Дверь была открыта или нет? Была, значит, окей. Она точно должна быть открытой? Видимо, да. Тут без изменений вроде. На всякий случай кровать. Ну-ка чекну. Она как-то слишком идеально заправленная, как будто бы. Так, вот это тоже чекну на всякий случай. Тоже в порядке. Так, тут тоже все окей. Бутылки на месте. Leave us now написано теперь тут. Да, как я и говорил, сразу поменялись вот эти надписи. Дедушка с третьим глазом.
Еще такой яйцеголовый. Точнее, даже пенисоголовый какой-то, не знаю. А, нет, я понял, какой он головый. Анально-пробка головый. Вот, да. Анально-пробка головый, точно. Цветы тут были, нет? Чекну-ка на всякий. А, нормально. Камера function. Давайте-ка сразу. Опа! Это что такое? Да, да. А этот цвет не горел, да? А этот цвет горел? Ну-ка, lights или ветра. Картина в конце, на всякий случай. Там типа бутылка или что там. Стрелки на табло. Кстати, давай проверим. Ага. Меняют, думаешь? Ну так чисто проверили. Не, нормально все. А, во, цифра 66. Угу. Эти цветы как будто бы другие, что ли? Или их тут не было? Не, нормально? Окей. Тут тоже все окей. Так. Сразу префайром попробуем чекнуть эту тему. Камера malfunction. А как по-ихнему выглядит камера malfunction-то, я не понимаю вообще. Так, камера malfunction, тут entrance, давай. О, призрак. Причем такой говёный. Так, камера malfunction сразу сюда. Проверим. Нет, все в порядке. Ой, кто это у нас тут сидит? Шея разминает. Так. Камера malfunction ASL. И камера malfunction hotel room. Чайник поменялся. Эй, да ну, в смысле? Он же серебряный как будто бы был, не? Или я путаю жестко? А как так я путаю жестко? Я не понял. Мне казалось, я прям хорошо подметил. Так, камера malfunction в баре. Нет. Я вообще не понимаю, что такое камера malfunction. Я, конечно, понимаю, что это неисправность камеры, но как она выглядит, я вообще не понимаю. Ни разу не видел, чтобы камера тупила. Но при этом каждый раз я проигрывал именно с этого. Что за хуйня?
Как будто бы... Дисторшн. Ничего себе, этот дисторшн так выглядел. Нифига себе. Камера как будто бы летала практически по камере. Это фото по помещению. Дисторшн это что? Дисторшн, блин, как что-то типа... Ну, слово такое. Ну-ка, давай-ка я сразу не буду выебываться, сразу наверх. Как переводил. Ну, дисторшн это... А, вот, искажение, искажение. Искажение. Короче, сейчас одновременно несколько аномалий происходит. Будем внимательны. Жестко причем. Да, мультипл. Не только 2, скорее их 3 даже может быть. Направление вроде не меняли. Тут тоже вроде нормально. На удивление здесь вообще ничего не происходило. Может быть тут какая-то хуйня все-таки. Я еще ни разу не видел, чтобы какая-то хрень происходила с камерой. Бутылки все на месте. Прям только за бутылками здесь следим. Стулья тоже вроде на месте. А, пропала вещь. А, во, поменялась местами. Да, переместилась. Ну, сюка. Вот эта локация еще как-то интересна, мне кажется, прям. Вот здесь вот не скучно, как будто. Хорошая локация. Хочется проверять и проверять. В главном холле монитор. В смысле? Ты как это? Не понял. Не понял. А что поменялось? Я, если честно, не понял, что я доложил сейчас. Оно таким же и осталось. Передвинутый монитор были? Серьезно? Офигеть можно. Так, камера malfunction, давай на всякий случай. Тут что-то вообще ничего не меняется ни разу. Тут тоже камера malfunction. Опа, да блин! It's over. Intruder entrance, да, видел. Object replacement бар. Не, в баре просто вещи переместились, оказывается. И Вайсли. Предметы переместились. Давай еще раз здесь. Давай еще раз. Вот эта локация мне понравилась.
Так. Хотя бы по 2 раза подряд надо играть одну и ту же локацию, чтобы, ну, точно пройти. А как они были? В чем трабл был? Они типа вот в эту сторону переместились, что ли? Или там как? А, да? Серьезно? Ничего себе. Окей, все понял. Угу. Настолько пузырь перемещался. Ё-моё. Чё так много всего? Куда волосатого викинга делись? Все, нет его. Теперь я вот он такой. Я говорю еще, ну, меня вот жена постригла и побрила. И я говорю, я походу похож стал на этого, на шамана похож. И честно сказать, вот вспоминаю, когда я в первый раз слышал эту песню, и название исполнителя потом узнал, вот я русский, вот это вот, которое, да? Я думал о том, что, ну, судя из названия исполнителя, я думал, это поет какой-то азиат. Там, например, не знаю, казах, там, бурят, или там, ну, не знаю, саха, наш из Якутска имеется в виду. Но нет, я увидел потом, как выглядит этот шаман, я такой, типа, ё-моё. Не, я изначально, вот когда слышал эту песню, я думал, такой, ну, прям, ну, типа, такой постмодернизм, вся херня, типа, ну, не знаю, типа, в этом есть какая-то идея в том, что азиат поет песни под названием «Я русский». Но нет, оказывается, поет прям чистых арийских кровей европеец, блядь. Ему прям одеть форму СС, и он просто, ну, не знаю, сможет блестяще исполнить роль в фильме про Вторую мировую, так сказать. Просто жесть какая-то. Я прям увидел и так подумал, ё-моё, какой же капец. Да. Рофл так себе, я подумал. Прям блондин, все херня, блин. Еще прическа такая. А, дверь закрыта ж. Привет, Машрум. Я с тобой здоровался? Нет, прям что-то вдруг подумал, какая-то хрень. Это что такое, я подумал. Я с Машрумом не поздоровался? Ты, если что, смотри, осторожней с ним. С шаманом. Да нет, ты что, видишь, я от него фанатею. Хочу быть похожим на него. Лев лапу держит. Да, он такой и был. Он дружит с Мизулиной. Да, я уж видел. Они в Роблоксе коллабу замутили. Роблокс, Мизулина и Шаман стоят такие. Типа теперь пользователи Роблокса могут прийти и поздороваться с Мизулиной и с Шаманом. Типа, ну прикольно. Не, круто, это очень круто. Да, типа такие, здорово.
Привет. Опа, lights, лобби. Окей. Аномали. Аномали. Полотенца все на месте. Ну, кстати, хз, тут как будто бы одного нет, конечно. Окей, запоминаем 3 полотенца. Это важно. Мне вот этот прикол с мониторами вообще я не понял. Что там изменилось у них? До сих пор меня волнует эта тема. Поїжджати. Посмотри. Опа. Насрали в коридоре. Блять, ебаный в рот. Ну и тупость. Настолько некачественному призраку испугаться, типа. А, боже, как же тупо был. Да, испугался, конечно, детского призрака. Это все равно, что испугаться сраного Каспера, не или типа того. Как же это было плохо. Это было прям плохо. Префайром нажал сразу. А вдруг начнет двигаться. Ну, на сей раз тут уж точно что-то изменится. В этой комнате вообще как будто ни хера не менялось. В хотел-руме. Hotel, motel. Ау-ау-ау-ау. Собаки. О, опять у нас профессор стал анально-пробкоголовым. Любит он это дело. Не знаю почему, но я вдруг подумал о том, что может ли человек заниматься ну, типа анальными утехами с другим человеком, у которого, ну, лысая башка в плане как, ну, типа, чтобы он засунул свою голову в жопу другому человеку. Ну, это типа физически ведь невозможно. Да? Ведь так?
Большинство. Нет. И Хэнкока тоже не пересматривал. Но я просто об этом подумал, когда увидел этого анально-пробкоголового профессора. Прям что-то, не знаю, ну мысли такие появились. Вопросы, так сказать. Джака Фреско. Загадки. Журетки. Жака Фреско. Жака Фреско. Валяется. Да вы шо? Не, ну это было нормально. Хоть что-то. Ну так, типа. Не так, чтобы скримак, но просто. Вот тут в прошлый раз, типа, я как будто бы, ну, какие-то вещи переместились было. Я вообще не понял, какие вещи. То есть никто не заметил. Ребята, если что, тоже подмечайте, смотрите. Вот как краска, например, жестко замечает. Но мы не справились вдвоем, так что давайте тоже все помогайте. Машу, наверное, тоже очень внимательно смотришь. Все жестко смотрим на монитор. Мы все охранники пятерочки. И должны выследить какие-то аномальные штуки, которые происходят здесь и сейчас. Ну, я типа ютубер, поняли? Типа let's play. Да. О, закрылась. Так. Вот тут в прошлый раз женщина какая-то стояла стрёмная. О, кто-то свою секс-куклу разобрал, чисто торс забрал. Так сказать, самое важное взял и убежал. Так бы и голову забрал, чё. Ну, не знаю. Опа, стоит. Ну, довольно-таки активно, кстати, появляется. Активненько, активненько. Не знаю, вот этот прикол с монитором я вообще не вдупляю, не понимаю, что тогда случилось, но периодически проверяю. И неисправность камеры, как выглядит, до сих пор не понимаю. Как она, интересно, смотрится. Тут вообще редко что меняется. Вот тут тоже что-то менялось. А, бутылки вспомнил, да. Но в баре это еще легко заметить, как будто бы. Но вот тут этот прикол я вообще не понял. Стрелки тоже не менялись. Лев не против. Или сказал бы, лев против меняться. Лев против изменений его. Так, сейчас будет аномальная
хрень усилена. Аномалий стало много. Надо смотреть в оба. No escape теперь тут написано. Так, стрелки не менялись. Ковер не менялся. А, нихера себе. Кто-то по потолку ходит. Спудермен, Спудермен. Ну-ка, вот это же Спудермен. Так, бутылки все окей, тут тоже все окей. Нормально. Дисторшена ничего нет. Камера malfunction, ну не знаю. Давайте на каждой локации сейчас камеру malfunction под этого. Это вот Hotel Room опять сделал. Бар. Камера malfunction entrance. Камера malfunction lobby. Посмотри в баре, где набирают пиво. Краники. Серьезно, краники, думаешь? Так, камера malfunction nasal. А, нихуя. Dual jack. Да. Жизнь-то хорошая. Тут все окей. Да не в баре. Обосрался? А чего? А то, что мне... Блять, а как? Да, это мои дети кричат. Объект поменялся в лобби. Объект поменялся в входа, блять. И камера malfunction элеватора, блять. Пиздец. Камера malfunction. Я не понимаю. Как это камера malfunction? Если я не понимаю, как камера malfunction работает вообще. Может, игра багованная все-таки? А что у входа поменялось, я вообще не пойму. Что-то вообще. Интересно. Вот тут я видел в последний момент. Тут столик поменялся. Я не понял, конечно, сразу, но... И у элеватора А, тут что вообще, как камера malfunction-то выглядит? Вообще не понимаю. Окей. Это уже третий раз мы на этой локации. На сей раз мы пройдем, наверное. Мы уже сколько раз, ну, прям выучили все уже. Все знаем, к чему. Правда, вот прикол с этими мониторами я не понял до сих пор. И вот тут что-то менялось. Тоже непонятно что.
Оу, щит. Нормально. Тоже все в порядке. Да, уж свихнешься вот так вот сидеть, типа, как работа, знаете, как смена, блин. Некоторые грибы, которые вызывают веселье, могут бороться с депрессией. Оказывается, псилоцибин дефосфориливается в кишке в псилоцин. А псилоцин очень похож на серотонин. Та же формула. Я недавно видел видео про мухоморов. Там еще блин, Эпифанцев был. Тот, этот чел, который снимался в «Зеленом слонике», актер. Ну и, короче, сюжет мухоморов заключался в том, что мухомор, оказывается, довольно-таки жесткий психоделический гриб, оказывается. Кошмарит и кроет просто безумно. И сейчас, оказывается, прошла волна какая-то по всей России. Именно употребление мухоморов. И люди прям, ну, там, типа, охеревают, ложатся спать, там вся херня, короче, с ними творится. Но в самом видео они, ну, осветили вот эти вот негативные моменты, но также прям восхваляли мухомора. В том плане, что говорят, да, типа, оно прям очень хорошо помогает людям с депрессией и все такое. Привет, Гудзон, здорово. Очень сильно помогает, типа, в таком эмоциональных каких-то переживаниях, и типа человек совершенно, ну, меняется в плане восприятия и отношения к всему общему. Да, тоже недавно читал, что мужик лечил депрессию мухоморами, типа, да, малыми дозами, естественно, между двумя лифтами надпись. Не, оно таким было. Ну, типа, внезапно я что-то вот прям, ну, впервые для себя открыл мухомор совершенно иным образом. В том плане, что я, ну, не подозревал, что они такие. Я просто думал, не то что думал, мне говорили в детстве издавна, что это просто, ну, яд. Ты мухомор скушаешь, и пиздец тебе, типа, отравление. А, это еще с Яралаша же пошло. С Яралаша же пошло, я помню, там тоже мухомор, что-то такое было, и там, да. Блин, что за эпизод такой был с мухоморами? Они там кушали мухоморы или нет, я не помню. Точно был в Яралаше такой эпизод, но я не помню, что они там делали в конечном итоге. Хавали они их или что вообще? Да, там написано hell, и это нормально. Да, охранник устроился, видишь. Пока что первая смена. Где сканворды? Да тут не до сканвордов прям. Работка-то такая. Не то чтобы напряжная, но, блин, внимательно надо смотреть мониторы точно. Я еще ни разу не победил. Соответственно, ни разу еще зарплату не увидел в этой игре.
Поэтому вот. Надо смотреть в оба, блин. Опять. Что опять? What the fuck? Что опять? Что я проебал? А, нихуя! Опять охранником работаешь. Ну да, опять. Эх. Не, ну хотя, ну, тогда в юности я охранником-то работал другого формата. Я просто сидел у коридора продуктового магазина и просто занимал пространство, так сказать. Я отвечал всегда на часто задаваемый вопрос. Ты охранник? Ты охранник? Алкаши всякие заходили, спрашивали. Ты охранник? Да, в то время в продуктовых магазинах, которые находятся в жилом здании, ну, то есть на первом этаже магазин, допустим, в каком-то из подъездов, ну, не знаю, как сказать. Ну, короче, вы поняли, так, чтобы в одном здании был продуктовый магазин и еще и там типа подъезды с жилыми помещениями. Там можно было продавать алкоголь. А сейчас уже законодательство такое, что в таких зданиях продавать алкоголь нельзя. У нас вообще тут на самом деле жестко с алкоголем в плане законодательства и там прочего. В таких зданиях продавать нельзя, только в отдельных этих каких-то помещениях, зданиях. Также нельзя продавать после 8 вечера, продажа с 2 часов начинается. Ты чё, охранник что ли? Да не, нет, не охранник, я не знаю, ну типа, ну похоже очень на работу охранника. Ты такой сидишь, смотришь на мониторы, и потом такой, алло, а там аномалия, я вижу призрака у входа. Как поняли? И они такие, окей. Идут, разбираются с призраком, и все. Аномалия исчезла. Да, я выгораю. Ну, я тоже. Мы, получается, оба выгораем. Вот это... Да, скорее всего, баг в игре, в том плане, что мы до сих пор не видели, как выглядит неисправность камеры. Вообще непонятно, как она выглядит. Как выглядит неисправность? Какая-то неочевидная хуйня, вообще неочевидная. Я сколько раз уже пытался высмотреть эту тему. Или просто нужно очень долго пялиться в одно помещение, и тогда я увижу рябь какую-то, типа, знаете, как ВХС эффект. Такой, типа, гличи какие-нибудь, еще что-нибудь. Надо посекундно там, типа, считать. Ну, скажем, до 5 секунд или до 10. Хотя 10 секунд как будто бы много. А, лол. Что-то в баре много стало всякого говна происходить. Ты перемещаешься или нет, я не пойму. Воу. Собаки. Собаки. Табаки. 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 Табаск. Бок.
О! Да, в баре всякого. Лампа появилась. В комнате. А, в натуре. А, или что? СД? Лулс? Нет, он был. Блях-муха. Вот это я немного взволновался. Японская битва экстрасенсов? Жесть. Вот это круто. Блин, скинь ссылку. Что-то прям звучит слишком круто. Не, второй раз меня не напугаешь. Магическая битва аниме. Дайфул. А, магическая битва аниме. Понятно. Не, ну такое уж не. А, кстати, посмотрел последнюю серию этого Атаки Титанов. Такое. Ну, не знаю. Что-то прям... Думаю, все ожидали, что будет какой-то Евангелион. Пизда всему миру, все в таком духе. Лютый анимешный пиздец. Но оно кончилось как будто бы окей. Но в плане слишком типа good ending. На картинку где-то посмотреть. Да не, он нормальный. Но при этом они такие типа похоронили с почестями этого Эрона Егера, как будто бы он типа такой мученик, вся херня. Это по сути все равно, что похоронить там типа как мученика какого-нибудь, блин, Гитлера нахуй, я хуй знает. Пиздец, блин. Он по сути там, ну, все-таки устроил в каком-то смысле тотальный пиздец. Он там всему миру уже весь мир же растоптал практически. 80% людей по всему миру погибло нахуй. И ради чего? Он потом это пояснил так, что типа, ну, я хотел, чтобы мои друзья в конечном итоге стали спасителями мира. И, ну, собственно, чтобы вас потом не трогали, и, ну, у вас проблем не было. Пиздец, конечно, нахуй. Чисто максимально идиота. Не, по итогу ты такой... Ну, жесть, он конченый. Типа, приходишь к выводу. Тупизна полнейшая. Вообще похуй на атаку. У меня уже мозги кипят. О, лежит. Просыпайся. Я Сагу Винланд новый сезон жду. Я тоже. Хоть и не смотрел второй, кстати. Я на работе в камеры смотрю почти постоянно. Че, прикольно. Это получается игра для тебя. Ну, в том смысле, что ты такой. Это может быть стрёмно. Такой. Ядрить. В камеры пялишься все время. Я больше смотрю за часовыми, чтобы ебало не топили. Пока. Пока, Маша, с приятным просмотром. Давай, спасибо, что заходил. Мы, скорее всего, потом пойдем играть в другую игру. Так что заглядывай. Я знаю, что это скучная игра. Ну, что поделать. О, кровать. Кто-то тут натворил херни. Все.
Что ищешь? Зарядник-то. А ты ищи. У меня нету. Проверь белый пят. Oh hell no. Не слишком мало платят для таких действий, так сказать. Опачки. Кто-то курит, кто-то курит. Вот это было так? Или что это вообще? Хуйня какая-то. В канашке кто-то водничек взорвал. В крысоводном сохранить. О, вот это поменялось. Блин, так еще... В смысле, это так и было? Чего? А я и не думал. Да пошел ты в сраку. Что? Пиздец, это вообще невозможно, как будто в лобби какой-то пиздец творился. Да ладно. Не, давай еще конечную. Листокухи и пузырь. Давайте последнюю сыграем. И пойдем другую игру играть, наверное. Да. Ну или может еще одну локацию чекнем другую. Не, ну казалось бы реально, типа такая простая игра, просто замечает, да я стучи. По руководству о том, что что-то не так. Все довольно-таки просто. Вот тут что-то жестко изменилось. Тут камера malfunction еще происходил. Вообще, как выглядит камера malfunction, тоже непонятно. Пропали. А вот тут была надпись о том, что тут какая-то вещь пропала, но... Может, весь этот ряд исчезал? Я не понял. Блин, краска, это получается, ты профессионал в этой игре должен быть. Я вообще тебе, ну, типа, ты прикинь, игра насколько сложная. Даже вот у меня, так сказать, эксперт на проводе, и я все равно проигрываю. Я охереваю. Че за, блин.
Ну, игра, конечно, багованная, по-любому. Ну, типа, что-то я ни разу не видел, как камера Malfunction работает. А, о, закрылась. Ни разу. Странно это все. Bullshit. На всякий случай машину проверю. А вот тут вообще ничего не понятно. Хм. А давайте, чтобы вы не расслаблялись, я кое-что включу. Во. О! Глазенки лежат. Кто-то глаза уронил. Это ж сколько народу зрения лишилось. Да. Подумать страшно. М. Ну хотя бы один раз победить в этой игре и уйти нахер. Было бы вообще нормально. О, стакан появился, что ли? Его там не было? А, был. Один стакан одинокий кацу рукавин стоит. Опачки.
Хм. Да. Так, интрудер пришел в 1:30. Как будто бы по расписанию оно всегда там появляется. Не, ну тут рандом, но походу какие-то ключевые моменты происходят. Происходит. Ну, типа в одно и то же время приблизительно. Я так думаю. Показалось. Как будто там кто-то типа проплыл. Блин, как же я внимательно просто смотрю на все это и так понять, стараюсь понять. Поняюсь. Типа стараюсь понять. Я слитно в одно слово. Поняюсь. Произнес. Поняюсь. Я поняюсь. Да. Ага. Меня не обманешь, не обманешь. В смысле? Это кресло тут все время было? Пипец. Мне... Чего нахер? Я порой... Как же меня кроет порой, я вообще не понимаю. О, кто-то уехать собирается. Реально там оно было все время? Как же я порой иногда не понимаю. О, no skip. Угу. Вот тут как будто бы ничего не происходило уже давно. Что-то камера malfunction, кстати. Еще ни разу не этого. Не срабатывало. Вот хотя бы раз своими глазами видеть, как это работает. Хотя бы один раз. Чтобы понимать. Что-то я хочу поставить на то, что это, скорее всего, просто гличи какие-то визуальные, которые происходят спустя какое-то время, когда ты смотришь на одну и ту же комнату. Типа 10 секунд там. Или типа того. Хотя, по идее, казалось бы, да? Должны не прям сразу вот так вот происходить. О, пиздец. А, смотри-ка, коридор какой длинный стал. Нормально. Призрак тут появится скоро. Скриньте.
Anomaly. Anomaly. Сука, смотри-ка, выглядывает, потихоньку вышел такой. Не-не-не. Заметил тебя, заметил. Руки. Да. Хм. А если я репорты эти мимо кидаю, это плохо или вообще насрать? Интересно. Что-то мне начинает казаться, что если я... Пиздец, нахуй. Вот это было стрёмно. Впервые было так. Что-то непросто и жутко. Это было непросто. О, дисторшн в лобби. На всякий случай закину еще. Камера malfunction. У нас префайра сразу вот эти вот вещи делать. Не знаю. Пока еще ни разу не видел, как выглядит это дерьмо. Камера malfunction. Опа.
Прям паранойя какая-то на тему камер. Вообще не пойму. Как эта неисправность выглядит вообще. Что-то давно на Мане не было, я явно что-то пропускаю. Я явно что-то упускаю. Четвертый, по-моему. Четвертый. Не, ну пока ты уходил один раз, по-моему. Не, ну вообще так-то уже нормально продержались. Как будто бы долго. 4 часа уже. Не, ну в первой попытке было прям легко, как будто бы. В поезде. Что-то изи как будто бы было. Окей. Не, с тележкой все нормально. О, кровь. А что с тележкой? Ничего себе! Две аномалии сразу подряд в одной комнате. Точнее, в одной локации, в одной камере. Так. Это было очень тупо.
Дверь закрылась. Скоро пройдем эту ночь. Но не в 5 часов, а в 6 должно быть. Да, в 5 ночах Фредди это до 5. А тут до 6. Опа. Опа. Голова, нога. А прям вся тележка, да? Как аномалия посчиталась. Это камера malfunction, так звучит. А, это просто звуки. Потому что время кончается. Осталось терпеть немного. Немного терпения. Немного везения. И все будет окей. Вот это дерьмо не менялось. Так, чисто проверил. Телек. Вовремя заметил. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Что-то картины вообще ни разу не менялись, кстати. Опа, лев поменялся. Смотрит в другую сторону. Так. Leave us now. Вот, да, обратили внимание на льва. Получается, лев не против меняться. Давай, всего чуть-чуть осталось. Терпим, терпим. Дедушка опять анально-пробочно-головый стал. Лев напротив, не против. А лев рядом-то против. Лев напротив и... Все. Так. Что-то ничего не меняется, да? Прям не особо.
Но время сейчас такое, как будто бы тут прям должна быть жесткая прям хрень. Все, 10 минут осталось. Терпим, терпим, терпим. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Да, видимо, до 6 надо, ага. Победа! 33 аномалии. Все. Легчайше. Да. Да. Что, давайте госпиталь? Или дайте другую игру, я устала смотреть на все это дерьмо. Реально. Типа такая игра прям что-то утомительная прям. Есть же повеселее аналоги, типа Five Nights at Freddy's. Там хоть происходит что-то. Ну, я просто... А, вот он. Да. Короче, вот эта игра будет поинтереснее. Прям хоррор хоррором. Нормальная тема будет сейчас.
Так. Игра называется Suspicious Person. Подозрительный человек. Типа. Suspicious. Suspicious Person. Information. Suspicious. Блин. Ну ладно. Блин, какая сейчас популярная хоррор игра есть? Я хочу название надо поставить. Alan Wake 2. Блин, кстати, надо бы в нее поиграть. О, Suspicious Person Information есть на Твиче, оказывается, как в названии игры. Привет, Сан, здорово. А он давно там был? Товарищ Сан. Че его не заметил? Почему-то сообщение от Сана у меня не вышло на Ротоне чате. Херово. Какая-то Алан Кваки 2. Какая-то. Так, окей, запускаем. Так. О, она прям такая в окне и все такое. Ну, так. Угу. Ну-ка. Japanese English. Full screen. Окей, что-то мышка не работает в этой игре. Чисто клавиатурка. Так, что там пишешь? О, вот теперь видно Сана.
но опять пропал. Что-то аниме Киберпанк бегущий по краю смотрел. А, да. Edge Runners крутой. Прикольный. Мне понравился. Блять. Ща, подожди. Так, я тут... Найти бы свою Люси. Да, но я свою нашел. И при этом не надо было умирать, так сказать. Так, привет, токарь. Так, сейчас я тут быренько что-нибудь сделаю. Что, в камеру лупишь? Ну, блин, такой вот я человек. Люблю смотреть к вам душу. Пялиться на вас.
Так, сейчас. Эта хрень с зрительным контактом, конечно, забавная срань. Просто лютая срань. Выглядит, конечно, странно очень. Ай, да уж. В последнее время я, кстати, вот стал закупать всякие разные рекламы и там прочее. Розыгрыш, вся херня. Сейчас вот последние деньги на такое закидываю. Что за игра? Игра называется Suspicious Person Information. Не знаю, по-моему, жесткий хоррор какой-то. Посмотрим, как она будет. Че за клип ты закинул? Да, на телеге. Да, блин, смотрит, конечно. Индюшатина, да, та еще. Не инди-хорроров вообще очень мало. Очень мало. Ладно, все, погнали, короче. Погнали. Так, я еще быренько посмотрю. О, слышали, какой звук? Стрёмный, да? 14 октября 14:39. Так, я слишком сильно припозднился сегодня опять. Окей. И становится немного стрёмно ходить тут ночью. Особенно, когда очень мало народу. Так, надо быстро торопиться домой. Окей, нормально. Сеттинг. Интеракт. Поздно. Здесь бывает много репортов. Так сказать, сообщений про подозрительных людей, люркающих вокруг. Если вы увидите кого-нибудь подозрительного, пожалуйста, контактируйте с полицией немедленно. Окей, понял, да? Что за подозрительные личности? What the fuck? Я проходил здесь вчера тоже. Ё-моё. Вот температура, да? Ух ты, новая прическа. Да, привет, Ятрок. Привет, Хоко. Какой английский классный. Да. Мой English is very well, как говорится. Нет, скорее not very well.
Блин, надо как-то чат поставить так, чтобы вот... Да не, реально крутой. Ну, спасибо, спасибо. Охереть, я сегодня в рекламу вложился в 1200 рублей. Безумно. Акробат умер на батуте, но еще какой в то время продолжал радовать публику. Смотрите. О, я не могу здесь пройти из-за постройки этой. Так. Ага, все, так, нажали на кнопочку. Ты на Telegram 50к закупал? Ядрить. Жестко. Монах. Ты, я чувствую что-то демоническое от тебя. Пожалуйста, будь осторожен. Ну что ж. Ну, не знаю, Омниус или что такое Омниус? Не знаю, Омниус. Подождите, что случается со всеми... Что-то странное, короче, происходит. Короче, у чувака какие-то странные ощущения, ребята. Я без понятия какие, но странные. Но игра, конечно... Чё сигналишь, урод? Я играю за девушку или как вообще? Чё такое внимание к моей персоне? Смотри-ка, машина остановилась, что ли, впереди? Папа, понял? Что-то тревожное. Омниус. Понял. Блядь, ёбаный гондон. Че это было? Сейчас было? Че за... What the fuck? Это было крипово, надо быстрее домой. И побежал куда-то. Вот ублюдок. Я бы велик украл даже ради этого, чтобы побыстрее домой. Девушка по телефону разговаривает. Вот ты. Это Рейка. Она сегодня тоже переработала, так сказать. Очень страшно. Пожалуй, прогуляюсь вместе с ней. Рейко! А? Рейка? Что с ней не так? Так, ну типа... И похоже, она была удивлена, увидев меня. Здесь что-то не так. Ты что, на приколе, что ли, чел? Хорош, а? Ё-моё. Господь всемогущий. Опять. Он, походу, меня преследует. Папа, опять. С меня хватит. Мне нужно идти домой сейчас же. Так мы идем, все хорошо. Да. Ну, видимо, сюжетный твист в том, что я и есть подозрительная личность. В общем, похоже, что внутри никого нет. Эти твои глаза. Да, Сюра добавляет игре, конечно. Точнее, стриму. Выглядит это все очень странно. О! Кто-то обронил. И похоже, это ключ от дома Рейка. Похоже, она обронила их, когда так торопилась недавно. Я думаю, что дом Рейка был где-то впереди.
Я нашел ключи дома Рейка. О, ребята, походу мы подозрительная личность. Мы идем домой к Рейка. Не знаю, я думаю, что надо перейти. Не, ну если прямо пойти, то, наверное, мы окажемся дома Рейка. А если пойти посюда, то я пойду домой. Я лучше домой. Да, 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 да. Походу дом Рейка вот он. А, лол, он вот он. Оппозит Лейн, видимо, в противоположной стороне. Рейка! Рейка? 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 Похоже, она отрубилась. Потерял сознание. Я нашел тебя. Я должен бежать. Блин, я должен был зайти в квартиру. Ну, я охуею. Пиздец. Он очень близко был. Я, похоже, их уронил, когда бежал. Не, ну я слышал, что я их уронил. Но было видно, что он сумоист. И что, скорая ко мне приехала? Когда я проснулся, я нашел себя в постели госпиталя. Так, медсестра и... Медсестра мне сообщила, что члены Ассоциации добрососедства нашли меня во время их патруля и помогли мне. Это человек, который преследовал меня... Upper-handed and handed to... Ну, короче, его, выследила и выебала полиция, как она сказала. Я также чувствовал облегчение, когда меня вымыли. Я не понял. Я также не смог помочь... Я не смог помочь, но я думаю... Что бы могло случиться, если бы никого не было в то время? Но теперь я но теперь, кажется, я могу вернуться к миру и, жить в мире в моем сознании и вернуться к обычной жизни, так сказать. Подозрительный человек... короче, знаки подозрительной личности также вскоре были убраны. Окей, ладно. Его поймали. Эндинг. Луфи Фортнит, спасибо за фоллоу. Спасибо. Так. А чё звук странный, этот фанат отдал? Ну это музыка просто такая. Ну, как по мне, прикольная.
Что, давать попробуем сделать на другую концовку? Не знаю. Наверное, надо взять... О, давайте. Бег включен. А в игре музыка есть? Не, просто не в игре, а на фоллове. А что такое? А, просто. Просто звук был очень херовый, я думал, у тебя что-то с ОБС не то. А. Понял. Так. Я вот думаю, а что если я сразу подберу ключи? Ну, точнее, а может быть мне не стоит переходить дорогу? А если я сюда пойду? А. Во, подобрал ключи теперь. Нормально. Забежал в дом. Что во имя земли тут происходит? Я вспомнил. Этот... Этот чел был на коляске в ассоциации добрососедства. Колясочник был подозрительным человеком. Нужно успокоиться. И сесть в моей комнате, так сказать. Ну, не знаю. Я вроде запер, все хорошо. Не, ну и срач мне в комнате. О, не, ну тут такое прям. Ядрить. Ну и срань. Так я и есть этот подозрительная личность, 100%. Вы гляньте, зеркало даже закрыто. Ну да, ну да. Ну да, ну да, я такой.
И чё? Садимся за комп. Love songs. А, что это? Так, дневник. День, когда... У меня также квартира выглядит, ну, конечно. Блин. Немного убраться стоит, это точно. Что-то у него какие-то прям, ну, он очень как-то нездорово балдеет по купальнику школьному. Я хз, типа он... Наконец-то я сделал решение. Я верю, что могу прогуляться по городу, нося школьную плавку. Многие люди, ну да, он и есть ебанутый, короче, он, короче, блин, одевает этот школьный купальник, что-то он как-то, ну. Да, сегодня был незабываемый день, и все благодаря тому, что показал людям свою школьный купальник. После работы, поздно ночью, я прогулялся по городу. Все, кого я встретил, и которые видели меня, были очень удивлены, и, ну да, пиздец. Ну да, окей. А, нет, я другой чел. Всегда так красиво. Блин, он на меня похож, кстати. Я должен показать всем свою красоту, так сказать. Я сделаю все, чтобы лично, как его, общество... Ну, короче, ясно. Да. Не, классный купальник, правда. Ну, типа, классно. Не зря пробежались еще раз. Увидели действительно красивого мужчину. В таком бассейне, кто не... Да и вообще, эта игра про меня. Я же, ну, типа, учился на этого, как его... Геймдизайну. Так. Давайте посмотрим, что еще есть. Очень короткая игра оказалась. Да. Печально. А, ну кстати. Есть еще одна интересная игра, которую я бы хотел поиграть. Индюшка. Называется Жусант. Жусант.
Ща она установится быстренько. Хотя была еще одна игра про Первую мировую. Подумал, прям интересная игрушка. Его тоже стоило бы заценить на самом деле. бы прикольная игра. У нее сейчас типа бесплатные выходные. Я скачал. Скорее всего, будет прикольно. Ой. У меня есть что почти час ночи, поэтому зеваю, да. Ну ничего. Давайте-ка я вырублю эту хуйню. Она прям такая напряжная. Не, ну я такой смотрю на камеру. Блин, капец, конечно. Да, это и тема такая стрёмненькая. Довольно таки. О, все. Так, ну чё, погнали. Погнали. Так, окей. Инли, блин, инди. Ой, извиняюсь. Так, погнали. Да вот
Хоррор игры играем. Ну, прошли уже 2, и поэтому пошли играть в другую игру. Называется Джусант. Джусант де Пари. Вроде крутая. Как-то видел ее на каком-то гейм-шоу. Она в нескольких гейм-шоу, по-моему, появлялась. Это про этого... Про скалолаза или что-то в этом роде. Он лезет на гору. И в этом весь челлендж заключается, насколько я понимаю. И прикол. Прикол и челлендж заключается именно в этом. Don't Know доделали, кстати. Используйте геймпад для более Блин. Симулятор лазания, да. Но я могу подключить геймпад на... Ладно, давай попробуем. Окей, нормально. Так, менять картинки станут едва заметные. Окей. Так, Джисент. Ща. Жизон. Французский морской термин, обозначающий уход воды во время отлива. Так, окей. Интересно. Прям жесткая засуха, нет воды, да? А вот и мы, походу. Это он такой маслянистый или он мокрый? Или он вспотел? Там, где животные, птицы, значит, там есть что покушать, что попить. Так у тебя реально звук не... Что? Не оттуда идет, походу. В смысле?
Как это? Он наши очки снял. Ну, короче, туда наверх поднимаемся. А, у него ж типа какое-то животное есть в кармане. А, это прям такое сооружение. Слушайте, а выглядит прикольно. Игра, кстати, весит не так много. 9 гигабайт. Или 10 максимум. Дневной ориентир. А. Окей, потихоньку карабкаемся. Он будто на колонке рядом твой микро идет. Оппенгеймера не смотрел? Твой однофамилец снял. А, понял как. Не смотрел еще. Понял, окей, хорошо. Окей. Ну, звук от игры через очко какое-то. Я что, один слышу? Блин. Ну, я хз. На колонках. Да не может быть такого. А, сломать веревку. Окей. А ты сам, послушай, сделал какой-то звук и чекни. Не, ну просто, понимаешь, я чекал звук при монтировании видео, а там как будто бы оно хорошее всегда, когда монтирую видео. Ну, не знаю, странно. Мне как-то было дело, Арсен говорил такую тему, то, что у меня звук как будто бы это из кино какого-то, типа. Какой-то киношный звук он описывал эту тему. Ну, а я такой, ну, что-то странно подумал, и все.
Смотрите-ка, прям хорошо играем, да, уже придрочились. Разбираемся прям профессионально. Ёлки-палки. Так, выносливость появилась. Это прям что-то такое. Стрёмно уже. Отдыхать даже можно. А что тут? И музыка такая стала тут. Приятная. Даня ССС, привет. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать на канал. Опа, опа. Не, у игры как будто звук сам такой. Ну вот, сейчас я как слышу. Еще один сон переворачивал камни в старом дельте. Добыча. 2 страховочные станции на запчасти. Отличный улов. Этого должно хватить, чтобы снова открыть маршрут на старый мыс. В остальном плывем без происшествий. Нашла парочку старых фонарей. Попробую их оживить. И люди все это просто выбрасывали. Ой, наконец-то поймал старую швейную машинку для Эннио. Он уже пару циклов о ней просит. Состояние у нее не ахти, но что-нибудь придумаем. Правда, надо еще кое-что как-то доточить ее в низководье. Еще один сон переворачивал камни в старой дельте. Подожди. Тут дальше просто. Напоминание о себе. Больше не иметь дел с Ремом. Он просто продает мои находки по частям в высотных полях. Называет себя ремонтником, а на самом деле продается морской пены. Тварь. О, спасибо за фоллоу, Барс. Достигли цели в 160 фоллоуов. Спасибо, ребят, спасибо. Ага. Вот, блин. Да ёпта. Нихера себе. Вот это, подожди-ка. Все, разобрался. Окей. Что это?
Хм. Охереть, стрёмно. Прикиньте, тут такая вода была, ну, до этого уровня. Но просто представьте, как там глубоко было. Кошмар какой-то. Не, так прикольно сделана игра. Очень приятно. Типа, показывают историю мира с помощью звуков каких-то, визуальных таких штук. В том плане, что... Ни одного слова не было произнесено. Это так повторяется все время. Прикольно, только на стриме не слышно. Блять, что ты меня... Вы что, прикалываетесь? Как этого может быть не слышно? А сейчас слышно, нет? Что-нибудь вообще? Как может быть не слышно? Я не понимаю то. Да, слышно. Теперь слышно? Серьезно? А до этого не было? Все это время слышно? И сейчас стало слышно? Ты не шутишь, да? Звуки природы. Раньше были иногда крики птиц, но будто звук был от квартиры соседей. Блин, что за бред? Блин. Ну, охеренно, что я могу сказать. Качество стрима внезапно вдруг поднялось. Спасибо, Токарь. Благодаря ему. На ваших глазах произошло развитие канала. Только что не так было? Только что не так было. Короче, что не так было? Есть звуковые каналы, короче. В OBS заходишь на микшер звуков и просто на устройстве воспроизведения или микрофона нажимаешь расширенные свойства аудио. Далее смотришь на их дорожки звуковые, кто где распределен. И обычно для стрима, чтобы оно было типа окей, в плане того, что там звуки все играли, то есть изначально для стрима выделена какая-то конкретная аудиодорожка. Какая-то конкретная аудиодорожка также выделяется и на запись видео. И соответственно, оказывается, я взглянул просто, да, и увидел, что устройство воспроизведения
То есть Уа-х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 а. этот мой сраный он не был на звуковой дорожке один, в котором все звуки просто, ну, есть. Ну, короче, поняли, да? Вау-вау-вау-вау. Да. И чё, как будто... И вы так говорите, как будто бы вы реально впервые все, ну, звуки нормально слышите, типа, да? А раньше оно как было, я не понимаю. Я хереваю. Типа, просто, чтобы вы понимали, я так стримил, Что походу, происходит? около года, нахуй. Типа, или больше. Неважно уже, ну, как будто... Не, ну, если так задуматься, ну, это бред. Это чистой воды бред. Че, блин, о, боже мой. Больше года с таким звуком был. Ладно. Еки, как там дела на мельнице? В ресторане в последнее время совсем мало посетителей. Почти никто не пришел на музыкальный вечер, хотя люди спускаются отовсюду. Я знаю, что мы больше не играем на раковинах, но все-таки. Я тут подумал, что если сделать сбоку леса на перевернутом утесе, то люди Еки, будут еки, чаще к нам еки, заглядывать. Еки-еки, да. Я соскучился по полной террасе гостей. Можешь этим заняться? Я поспрашивал в низководье, и все согласны. Привет, Мо. С музыкальным вечером, конечно, обидно, но бывает чего уж. Опять разбирать лодки на лестнице. Надеюсь, что однажды ты напишешь мне по другому поводу. Например, как насчет романтического ужина. Ладно, с лесами я разберусь, раз твоя деревня их одобрила. У меня не так много лишнего дерева после строительства той новой тропы на равнину. Но пара старых кораблей найдется. Займусь этим, когда течение позволит. За мной должок, спасибо, ты лучше всех. Кстати, ты не встречал старую Соню? Мне кажется, она там где-то у вас сейчас старье разгребает. Если вдруг ее увидишь, можешь передать ей, что я ищу новую кухонную плиту. Перепотал. Да. Мои пробоины. Я заплываю в ресторан, уж не знаю, романтический или нет, но ужин я тебе могу организовать. И вот вопрос, знаете какой? Это был романтик диалог между разными полами или однополый толк произошел? Непонятно. Ага, все понял. Уи-ю. Что это за штуки? Хм. А что со звуком? Что было со звуком? Ну, он был неполноценным, можно сказать. Я хочу ЖД на 4 терабайта. Есть варианты? Блин, не знаю даже. А что такое ЖД? Звучит как жидкий диск. А, жесткий диск. Все понял.
Я прям противоположное сказал. Жидкий диск. Блин, ну жесткий диск на 4 терабайта, это серьезно прям, да. Звучит круто. Железная дорога. А может мне двух хватит, сложный выбор. Ну, на самом деле, чем больше, тем лучше, на самом деле, да. Я вот думал, например, однажды, когда я получил свой первый хард-диск на 1 терабайт, я уже думал, о, как много, типа, охереть, вот это вот вообще зашибись. И потом мне и этого стало мало. То есть это, ну, реально мало, 1 терабайт. Так что сразу вообще, ну, не глядя, бери на 4 терабайта какой-нибудь. Ну, не ошибешься, я считаю. Ну, реально. Ну, двойной прыжок можно. У меня Seagate 4 терабайта с 2016 года. И чё, как? Хватает или нет? Ты прям его до упора уже, ну, типа, наполнил контентом. А 7200 же быстрее будет реагировать. Наверное, да. Но я в этом деле, кстати, не разбираюсь. Как файлопомойка. О, фак. Ага. Окей. Потихоньку разобрался. Резервные копии, там прочее. А ты его быстро наполнил прям? Как долго он у тебя вот не полный был? Видос для ТикТока больше 400 гигабайт весит. Ну да, типа, если ты занимаешься тем, что все время записываешь видео, там прочее, то надо жесткий диск как можно больше брать. Это бесспорно. Лагает. Блин, даже такая игра лагает местами. Он и так не полный. Для меня там много. Ну, прикольно. О, смотрите, ничего себе. Интересная игра, да. Любопытно. Опять читалки. Вот если, ну, короче, вот что плохо, да, в подобных играх, вообще вот
наличие текстов этих вот самых. Я бы даже сказал, что от них стоило бы даже отказаться на самом деле. Можно было бы сказать, конечно, штуку из разряда: да блин, пускай будут, типа, да? Чё не, типа, ну, мешают, вся херня. Ну, вообще, как будто бы да, на самом деле, мешают. Так, стрим 30 FPS. Еще 936. Это надо той, что ли, где вверх забирались. Реально. А что с инетом беда? Ну, хз вообще. Я, кстати, ну, у меня нормальный пинг. О, смотрите, тут люди срали. Упали. О. Тут делать какую-то хрень. Лодочки всякие. Камень положили. О. А вы, кстати, не в курсе же, да? Или чё? Инет же медленный стал. Только в Москве он увеличился, а в остальных регионах он стал поменьше, помедленнее. Да, в прямом. Ну, провели такую тему, типа, ну, как, ну, скорости замерили и все херня. И скорость во всех остальных регионах стала меньше, а в Москве только она быстрее стала. И объяснили это так, что операторы все стали в приоритет ставить Москву, потому что там деньги делаются. Там деньги делаются, ребята, там бизнес крутится, понимаете, там вот типа, как его, вот это вот фондовая биржа, вот эта вот вся тема с деньгами, там, ну, короче, жестко. А вот мы тут, в остальных регионах, типа, ну, в этом не шарим, типа. Ну, то всегда так было. Хотя мне скоро тут с концами не будет. Не знаю, ребят, ну, в Питере пин 5 в CSGO. Выкачиваем из регионов бабосики. Даже не бабосики, а еще и эти, блин. Интернет-то. Жизнь какая-то. Это что такое? Даже интернет берут у нас. Это за что? Ну, игра такая довольно-таки... довольно-таки казуально.
Как думаешь, игра года какая возьмет? Вообще хотелось бы думать, что Baldur's Gate, но из-за того, что она изометрическая вся херня, ну, вряд ли. Вряд ли. Ну вот уж точно какая игра не возьмет, это Starfield. Но я, вот, блин, знаешь что? Я больше всего даже боюсь того, чтобы вот какая-нибудь там сраная Зельда взяла игру года. Ну камон, блин, ну и Зельда. Так она только на свече и выходила, как будто бы. Как такая игра может стать игрой года, даже если она не кросс-платформа? Хотя, с другой стороны, если так подумать... Зельда хорошая, но не игра года точно. Игра года GTA 6. Анонс на GTA 6 еще скажет. Не сама игра, а просто его анонс. Как по мне, игрой года должна быть Baldur's Gate 3. Ремейки, я считаю, не должны брать звание игры года. Ремейки, ремастеры не должны брать. Ну, это так себе тема. То есть игра Resident Evil 4 реально хорошая, но это все-таки ремейк. Не самостоятельная какая-то, ну, новая игра. А просто сделали, ну, игру. Уже существующую, грубо говоря. Просто немного изменили и графоном подогнали. Ну, типа, блин. Такое. Да, мне вверх и вверх подниматься надо. Вверх и вверх. Ну, Atomic Heart еще есть, конечно. Лагалище Twitch. Да, он так подлагивает. Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я проверю кое-что. Не, у меня все нормально. Это, да, это Twitch. Творит херню какую-то. Не суй туда. А. Ты суешь туда что-то другое? Окей. А то я подумал, собирается сунуть туда. Ну ладно, не важно. Окей. Вот же. Можно ли считать, что он ей вдул? Что за череп? Не знаю, какой-то питомец. О! Окей. А мы занимаемся зеленением, оказывается. Жизнь, типа. Вдохнули жизнь, вот. Не просто вдули, а вдохнули. Миграция. Блин. Актуалочка пошла, актуалочка. Сейчас многие жители страны мигрируют. То тут, то там.
О. Ай-ка, блин. Спутник поможет вам указать. Эхо вашей реакции элементов. Вот так вот, да? Окей. А вот и новые игровые механики подъехали. Блин, тихо. Ага. Хорошо. Да, почему-то игра подлагивает. Но кодировщик при этом не перегружается. Но оптимизация, видимо, у игры опять же плохая. Казалось бы, да? Это пацан или баба? Грета Трумбрик. Как бы спросил один рыжий дьявол, на это можно дрочить? Это я. У меня рутон чата как будто бы работает с задержкой сейчас. Какая-то хрень. Ау! Так, поднялись, хорошо. О, это что за говно? Рул 34, да. Смотрите. Пупырышки появились. Так, а там что? Камушек. Видимо, чекпоинты, что-то в этом роде. Создать эхо. Так я уже. Так, отдыхай, ладно. Не, ну так нормально придрочился. Хорошо уже играю, как будто бы. Практически профессиональный скалолаз. Угу. Так, туда наверх можно пойти. Интересно, какие-то эхо.
Сегодня же суббота, да. Да. Не нашел. Так, если нет, то создай. В чем проблема? Бери и создавай. Да. Поэтому засиделся. Потом еще и, блин, рекламу закупил на 1200 рублей. Поэтому пытаюсь отбить эти деньги как-то. Чтоб люди заходили, если что, вдруг. И фоловились, подписывались. Че, как работа? Ну, взяли официально, кстати говоря. Но в этом месяце у меня вообще денег не будет. 15 числа у меня, получается, деньги за октябрь переведут. А я там всего 5 дней отработал, мне 6 тысяч только дадут рублей, грубо говоря. 30 числа это аванс. Аванс максимум только 7 тысяч могут дать. Но если попрошу, могут дать до 15. Ну, во вред основной зарплате, конечно же. Ну, типа такое. Короче, блин, хуёвый месяц меня ожидает максимально. Потом еще, скрипя сердцем, прям взял рекламу на ТГ, чтобы отрекламировать вот сейчас вот Twitch и этот Телеграм-канал. Что-то вообще тухло идет, тухло. Очень тухло. Блин, что-то Рутон чат жестко тупит. Сейчас, подождите-ка момент. Медленно работает он как-то. Перезапусти его. На телегу, чтобы получать доход, надо около 1000 баксов начальных. Ну, не то чтобы там какой-то доход я уже хотел от телеграм-канала своего, но тем не менее, типа, чтоб хоть какой-то трафик оттуда на стрим шел и так далее. Сейчас у меня на... Нет. Сейчас у меня там на... Блять, пиздец, меня народ просто... Вы посмотрите на это говно. Ну, типа... Пиздец. Не один чел написал, второй чел написал. И сегодня вот третий нахуй, блять, мне пишет по поводу рекламы в Телеграме. Типа, интересует реклама? Интересует? Они что, друг другу, блять, присылают этот, что ли, или как? А, хотя, наверное, они сидят в тех же этих... Понятно, короче. Пиздец. Я, походу, уже как будто бы все, что мог, получил из этих трафиков. Розыгрыши или что-то в этом такого. Да. Они просто следят друг у друга. Покупателей. Блин, туфта полная. По-моему, трафик этот с розыгрышами скинов из КСки уже все, исчерпал себя максимально. Новые люди не заходят, как будто бы. Я однажды взял у одного чувака, там приток был крутой на телеграм-канал, по крайней мере, потому как он еще и бота какого-то подключал интересного, который не дает тебе участвовать в розыгрыше, если ты не юзал... А, если ты по факту не подписался. То есть этот бот чекает подписку. Ну, прикольная тема.
Блин, а как туда забраться? А, я сюда чисто за раковиной шел, наверное, да? Очевидно. Да, да, да. Короче, пошли дальше. Тут больше делать нечего. Да ладно. Вот ради этого сраного камушка туда пойти. Что-то такое себе. Опачки. Так, отдохни. Ага. О, хорош. Охо. Охо. Пообщался со спутником. Это вот типа вокруг меня все влажным становится или что? Чел на плече из воды. Ну, видимо, так, да. Какой-то такой. О, лифты. Мило. Найс, найс. Блин, вы охерели так много писать, типа. Не, я вообще любитель почитать, но, сука, всему есть предел. Типа, вот, что там? УРУ 24? 34? А, член экспедиции номер 34. Я уж подумал, УРУ номер 34. Я уж такой, о, ничего себе, неужели что-то интересное написали? Но нет.
Бесит эту писанину в Киберпанке тоже разбросали. Ну, да, типа, короче, прикол в чем? Я считаю, это капец какой устаревшей хренью. Вот эта вот тема с текстами. Это очень устаревшая игровая, механика или что-то в этом роде. Даже аудиосообщения тоже, но кайфа не приносит. А только лишь раздражение в основном своем. Нужно что-то новое в этом плане. И что мне с этим делать? Да, сделал бы в Кибере как героя. Как это? Собираешь пазл, идешь копать клад. Ну, нет, я не знаю, но как-то надо им разнообразить эту тему с текстами. А то тексты это реально, супер кал. Это очень плохо. Я бы сказал, что вообще надо отказаться от текстов вообще в игре. Вот когда я буду делать свою игру, я бы, постарался бы как-то вообще не прибегать к этой механике писем, текстов и прочего дерьма. Точнее, не механики, но вообще вот этой теме. Потому как, не знаю, как мне кажется, это, сильно портит впечатление от игры и там прочее. Может, маркетинг показал, что есть люди, которые все читают. Возможно, просто есть какие-то якобы исследования, которые, типа, не знаю, которые показали, что игроки любят читать. Типа, любят читать. Я не читаю никогда, выхоебы какие-нибудь. Вот именно надо сделать так, чтобы игра всегда, не была такой ущербной в плане вот именно повествование сюжета. Я считаю, это ущербная тема очень. Когда игра такая, типа, если хочешь понять, что было с каким-то таким-то персонажем или вообще разобраться в сюжете, читай, типа, какие-то там, не знаю, письма, вся херня и там прочее. Надо делать игру такой. Хорошую. Лишенные этих штук. Бесячих. Вот почему-то же тебя фильмы не заставляют читать. Вот существует много фильмов. И что-то я не вижу, чтобы они, все были такими, заставляющими читать. Или существует много игр, которые также... Те, кто смотрит фильмы с субтитрами. Ну, блядь. Ну, ты понял, о чем я.
Ну чё, ну, придется читать, если ты уж не понимаешь языка основного в этой игре, конечно же. Да, такое на самом деле. Но все же мой главный поинт в том, чтобы вот вообще убрать или минимизировать наличие долбанных записок в играх. Как по мне, это только увеличит качество игры. Игра от этого только выиграет. И игроку будет приятнее. Не отвлекаться от сюжета, просто... Ну ты прикинь, ты такой сидишь, вау, блин, какой клевый был сюжет, все херня, я сейчас такое пережил, стрельба и тому прочее и так далее. И вдруг игра такая: нам нахуй документик почитать, пожалуйста, о том, что случилось в этом мире. Или о том, как этот чел там, ну, написал тому челику о том, что он ненавидит его начальника. Или что-то в этом роде, блин. Блять, ты серьезно нахуй? К чему эти выебоны? Буквально геймплей киберпанк. Ну, по сути, да. Ты такой пережил какой-нибудь там, не знаю, ну, налет на базу мусорщиков там, или еще каких-нибудь уебков, животных, или там еще кого-нибудь. И там внезапно, короче. Эй. Сообщение. А в сообщении ничего важного, просто... ты слышал? Вадим собирается в Таиланд. Да ты шо? А шо, да. И все нахуй. Все сообщение. Ты такой, блин, офигенная история, классно. Зачем я это прочитал? И так, сука, все время. И так все время. Блин, и вот эта вот игра, да? Вот в чем прикол было добавлять текста в эту игру? Ну, типа, казалось бы, да, сразу, типа, напрашивается такой, типа, ну, ответный импульс из разряда. Ну, блин, а как ты хочешь узнать сюжет игры, типа, если тут вообще, по сути, не базарят и ничего такого, типа. Ну, блин, я, типа, игру запускал не ради того, чтобы, сука, читать, например, да, а ради того, чтобы, ну, залезть на эту сраную гору или что-то в этом роде. А само наличие этих записок, оно как-то меня, ну, немного смущает в том плане, что они их добавили, и по сути, как бы меня, ну, обязывают, чтобы я читал. А если я не буду читать, то я такой, типа, а про чё сюжет этой игры? В чем прикол тут произошел? Сразу такой вот будешь сидеть с недоуменным лицом. Непонятно, типа, что происходит. Вот, кстати, есть подобный, ну, аналог, референс к данной игре. И вообще это, ну, супер классика, которая была на втором PlayStation, если не ошибаюсь, или на первом PlayStation. Называется Ико. Вот ее надо бы поиграть. Она... Вот не знаю, как она. В плане
записок там прочих, но судя по скриншотам и из того, что я, ну, видел там чисто из описаний там какой-нибудь игромании или страны игр, ну, игра стала прародителем там игры там по типу как, ну, Shadow of Colossus, например. Хотя как в самом Нико там не было никаких сражений с колоссами. Там просто челик с девушкой бегут куда-то. Что-то в этом роде. Из точки А до точки Б, там, грубо говоря. Но при всем этом люди очень сильно хвалят ее за окружающий мир и там прочее. Там, типа, очень интересно играть. Она своего рода прям, ну, крутой классикой стала. Надо бы заценить как-нибудь, надо бы заценить. Я думаю, что я здесь смогу легко в него поиграть, запустить его. Эмулятор первый PlayStation или второго там вообще изи. Сейчас к тому же хорошие эмуляторы выходят. Уже почти смогли симулировать, между прочим, четвертый PlayStation. Четвертый. А третий-то уже и вовсе практически full эмулируемый. Практически. Многие игры играются уже. То есть там Demon Souls, там и так далее. Там много-много игр хороших. И когда-то я находил сайт, в котором было все это. Там список игр, которые ну, смогли быть эмулированы и тому прочее. Был довольно-таки большой обширный список. Надо бы чекнуть потом как-нибудь найти, постараться. Бодрость падает быстрее, когда он находится на солнце. Окей. Условия добавили интересные. Блин, как тут жарко, я прям представляю. Блин, эти камни-то трогать, наверное, неприятно. О, чуть не выдохся. Ёлки-палки. О, чего? Ящерица какая-то. У нее даже своя будка есть. Так. Мы сделали что-то там. Буквально геймплей Зельды и чуть из Assassin's Creed. Да. Вот реально, знаете что? Вот раковая опухоль нынешних игр. Motherfucker! Я считаю, знаете что?
Это письма, то есть тексты, где много. Где надо записки читать, вся херня. И... оптимизация игр. Записки и оптимизация. Ну, буквально чуть ли не каждая игра портится от того, что ты, ну, занимаешься чтением. А сюжет в записках и описание предметов? Да, типа мне это перестало нравиться безумно. Потому что везде и всюду это есть. Это как наличие механики с ящиками чуть ли не в каждой игре начала нулевых, где игрок должен был двигать ящик, чтобы подняться там в то или иное место. Это такое только в соус-лайках. Ну, это скорее, типа, знаешь, не то чтобы... Не, ну это вообще лень. Это вообще супер лень разработчиков, которая, ну, превратилась в фишку благодаря фанатам. Типа все такие, вау, сюжет подается с помощью описания предмета и там прочее. То есть, изначально, ясное дело, игроки заходят в игру, типа чисто помеситься. Там победить босса какого-нибудь, как челлендж, типа игру воспринимают. А потом они уже где-то на НГ+, и так далее, такие типа, а что тут еще есть, типа. И вдруг начинают смекать, что, ёпта, а у игры-то сюжет, оказывается, есть. Ну, в плане, он подается с помощью записок, точнее, описаний к предметам, так сказать. Ну, грубо говоря. Нет, конечно, супер утрирую. В плане того, что они на НГ плюс типа стали это замечать. Это практически сразу замечается, но тем не менее. Я более чем уверен, что только опытные игроки стали на это куда более, ну, такое серьезное внимание уделять. С другой стороны, в соусах это не из-за лени, а из-за переизбытка работы над геймплеем. Ну вот есть игры, в которых можно было бы сделать адекватный сюжет, но там по какой-то причине весь сюжет в записках. Это, я считаю, мега костылем. То, что они такие... Ну, я хуй знает. Ну, сюжет подается в записках, потому что... все люди боятся заразиться каким-то вирусом и не выходят пообщаться с главным героем. Или там все люди умерли, поэтому остались только и записки. Типа, ну, блять. Просто пора бы уже, я считаю, придумать что-то новое. Ну да, это все по сути экономия денег и там прочее, и так далее, и так далее. Но просто в плане нарратива, типа именно как нарративный дизайнер, можно что-то придумать новое. Не как этот, сука, ну, подаю сюжет по запискам. И пускай это, ну, пускай с этим ебется сценарист, типа, не насрать. То есть, понимаешь, с одной стороны, офигенный сценарий может пропасть в легкую. От этого тоже обидно. Типа, вот сценарист написал ебейшую историю, а уёбки
остальные в команде разработки такие: блин, это, конечно, очень хорошо, но давай-ка нахуй, и это будут записки. И ебало сценариста представил, он такой: блядь, да ну нахуй, серьезно, ты, бля, и все. А там, по сути, у него чуть ли не во всех, ну, у него там в сценариях там крутые дополнительные квесты и тому прочее, и так далее, и так далее. И все это просто вот усирается в кашу какую-то полную, которую, скорее всего, никто не прочитает. Из-за того, что оно ушло в записки. И все. И чтобы такого не происходило, я считаю, надо как-то, ну, что-то новое придумывать в этом плане, чтобы, ну, сценарий подавался не с помощью записок. От этого говна стоит, ну, на полном серьезе отказаться. Это вот реально мега раковая опухоль игровой индустрии. Именно вот эта вот срань с записками, проблемы с оптимизацией. Что еще сейчас ныне проблемы считаются? Отсутствие оригинальности также стоит подметить. Так, давай-ка туда пойдем. Вот эта вот игра, например, да? Она вполне себе свежо выглядит, да, интересно в плане того, что, ёпта, ты играешь за чувака, который типа лазает по скалам. Это прикольно. Тихо. Дурак, успокойся. И типа он здесь по какой-то причине. Если вот просто взять и забыть, что в игре есть записки, да, то что мы имеем в плане сюжета? Вполне себе неплохую тему. Типа чувак просто из пустыни пришел, увидел эту огромную гору, и он такой: оно, и пошел взбираться по ней. И видит там какое-то строение. Понятно. Игроку понятно становится, что это его цель. Мы идем туда. Мы поднимаемся туда. Он вдул какую-то хрень, ну, в эту, ну, конструкцию. И случилась какая-то магия. И вдруг вокруг зелень появилась. Вокруг главного героя. И у него проснулся вот этот питомец. И теперь нам становится ясно, что питомец, он имеет некую способность с помощью своего эхо пробуждать давно засохшие растения и там прочее. Ну, типа у него вот, не знаю, что это, но типа выглядит как влага. Он влагой поливает все вокруг себя, что-то в этом роде. Так, что там? Игры, которые стоят как АА проекты, но на деле дальше раннего доступа не вытянет и обновляются даже после закупки на full прайс, типа Cyberpunk или Lord of новых. Ну, да, вот тоже, да. Ранний доступ. Тоже считаю большой проблемой игровой индустрии на данный момент. Опять же, это, ну, фишка с ранним доступом. Она появилась из-за, опять же, лени, я считаю, разработчиков. Но с другой стороны, она не только из-за лени появилась. Тут, типа, ну, тема о двух, так сказать, основных проблемах. Первое, это, да, скорее всего, разработчики прям реально последние там член солью доедали, и поэтому такие: блин, ребята, мы сейчас более-менее стабильный билд вам выкатим, пожалуйста, купите, а потом мы дальше еще обновим. Нам просто сейчас деньги нужны, чтобы, ну, вы потом, ну, могли получить full крутую игру, типа, ну, ребят, плиз. И все такие: окей, хорошо, мы вам верим, вот, покупаем вашу игру, ждем. И тут что происходит? Разработчики получают бабки, такие: ебать, классно, круто. Ну и что?
Игру дальше делаем. Вопрос поднимается у них. И они такие... Да ну нахер нет. Не, ну конечно как бы да, но... Давай-ка чуть-чуть обновление там, чуть-чуть обновление здесь. И соответственно, как бы и не наебали, и как бы и, ну... Мы при деньгах остаемся. Просто тут разработчик понимает, типа, тут тему, что... Когда он выйдет из раннего доступа, то новых игроков доить нечем. То есть он игру релизнет, игра выйдет. И по сути ты уже, ну, считай, останешься без какого-то источника дохода. Практически. Потому что игроки больше не ждут нового контента по игре. И оно уже как бы, ну, все, исчерпало себя. То есть наигрались, окей. Разработчик не наебал, полностью выпустил игру. И все. $5000 за игру, которая не выглядит на AAA проект. Разъебая игры делают или замахиваются на 5 Unreal, на котором мало кто может нормально кодить. Не, ну по факту так и есть. Не то чтобы я, типа, позиционировал себя как какой-то эксперт, там прочее. Но реально, типа, так это все и выглядит. И скорее всего, вот по факту так оно и есть. Разработчики понимают, что скорее всего, если они выпустят в релиз там, ну, тот же, например, Буянов свой Escape from Tarkov, то все, типа, ну, я хз. Он, скорее всего, боится, что к игре какой-то, ну, интерес пропадет. Еще и, типа, он боится того факта, что требований к самой игре, но он будет тупо выше. Потому что игра в релизе, типа, оправдание из разряда... Ну так у нас же это... Ранний доступ уже не проканают. А. Ну и поэтому, кстати, к сожалению, мы в наше время, скорее всего, не сможем избавиться от фишек с ранним доступом и так далее. Это уже часть нашей жизни. Реально. Так Тарков реиграбельная дрочильня. Но мне кажется, реально то, что она... будет иметь кучу проблем из-за того, что она релизнулась.
Просто дохуя требований будут к самой игре. Буянову и вообще команде Escape from Tarkov предъяв куда больше будет. И они будут обоснованы. Нельзя будет уже их как-то им дать отпор словами типа, ну ребята, так-то у нас ранний доступ. Типа. Игра еще делается. Мы наполняем игру контентом, как видите. Уже не проканает. Возможно, у игры существует какой-то, так сказать, юридический статус неприкасаемости. Благодаря этому. У игры наверняка много инвесторов и там прочих людей. Если уж игра в релиз выйдет, то им придется выполнять все свои обещания, которые им давали по поводу игры. Еще смешнее DLC за $70, а для RF6... О, это бред. Сейчас еще, по сути, игры не такие. Мало игр, которые ты бы мог бы назвать полноценными. Они все, по сути, DLC какое-то практически. В каком-то смысле. Ну, какие там игры есть? Давайте-ка вспомним. Которые позиционируют себя как вторая часть, но по сути является тупо DLC, грубо говоря. Ну ладно, далеко идти не надо, в принципе. Тут есть этот ущербный Overwatch 2, к примеру. Elden Ring. Elden Ring, ну... Ну тут спорно. Это все-таки, я считаю, отдельная игра. Не входит в эту тему как типа неполноценная игра от DLC. Клон Dark Souls 3 с новыми фишками и открытым миром. Ну, в принципе, да. Тут да. То есть это реально, просто реально, ну, игра новых идей не несет. И скорее даже рушит прежние идеи ради каких-то непонятных вещей. В том плане, что они отошли вот от этого, от всей этой прелести Dark Souls, в том плане, что каждая локация представляла себе какой-то особенный челлендж, там прочее. Ну, я ранее это уже говорил, мы с тобой об этом уже болтали. Поэтому ты максимально понимаешь, о чем я. Сам Элден, да, к сожалению, он такой пустоватый слишком. Я его много раз пытался пройти до конца. То есть я 2 раза уже предпринимал попытки на стриме пройти его до конца, но прям каждый раз, каждый, сука, раз меня прям, ну так лень, так скучно становилось, безумно. Очень скучно.
Блин, что за вздохи такие? Дешать. Ну, кстати, считаю, что первый более-менее удачный, прям показавший качество того, что Souls игры являются отдельным жанром. Даже не Lords of Fallen, самый первый, который появился, а Mortal Shell в этом плане. То есть, казалось бы, да, люди такие, ну, можно было подумать, что Souls игры, ну именно Dark Souls, оно такое, типа, только у фромов и получается. А потом появляются качественные, хорошие такие клоны, я считаю. Вот как Mortal Shell. И народ такой, а чё, нормально? Mortal Shell охеренный из-за дизайна и механика оболочек у персонажа. Ну да, то есть понимание-то у людей появилось, у разрабов имеется в виду. То, что, блин, будучи клоном, тоже можно быть оригинальным, ёлкалэмэне. Ну, надо что-то еще, что-то придумать, или просто сложно РПГ. А то не просто... Надо сделать трудную игру с кострами. Насрать ими. Сделать каких-то боссов. Что важно, типа, боссы же это самое главное. И все. А почему они об остальном не думают? А потому что в голове только деньги. Вот бы поскорее сделать свой Dark Souls клон, и игроки попрутся играть. Купят ее. Потому что сейчас этот рынок не особо занят. Ну, типа в то время. И такие, блин, поскорее бы насрать Souls клона. И главное, маркетинг построить вокруг игры так, что это типа убийца Dark Souls и все херня. Типа, главное, чтобы это звучало провокационно и все в таком духе. И так далее. Да. И у меня тоже заикается. Сама игра говно. Ну, типа в плане оптимизации. Сейчас пойдем в другую игру играть. Про Первую мировую. Хочу заценить. Но я там думаю, что так же.
говно, скорее всего, будет оптимизация. Интересный локейшн. Амнезия бункер. Не, ну это не хоррор, это онлайн шутеры. Не, не Battlefield 1. Она называется как-то новая игра, насколько я понимаю. Блин, ну называется как-то странно, типа. Как она называлась? Вердан. Не, подожди. Исонзо. Слышь, впервые, наверное, да? Исонзо. Угу. Исонзо. Да. Не, ну ты глянь, сколько, сука, текста насрано в этой игре. Просто кошмар. Не, вот реально, типа, если человек будет оперировать подобное, ну, типа, высказывания мои, я вот говорю, что это недостаток, а он скажет, ты просто быдло, читать не хочешь. Блять, ну типа хуйня какая-то, если честно. Это ты скорее не, ну, не имеешь фантазии, не можешь придумать что-то новенькое, типа. А если еще и при этом, типа, игрок, типа, дефует подобную игру, ну, то же самое могу сказать. Какая-то бред. Какая-то бредятина. Кайфует от того, что игра, ну, совершенно не оригинальна и скучная. Другое дело, когда игра сама вот прямо геймплейная такая, да? Ну, то есть я имею в виду космические рейнджеры. Блин, охеренная игра. Безумно крутая. Особенно там, ну, игра сама понимает, что она вот такая. Она больше текстовая, нежели чем, ну, космический симулятор. Я бы так сказал. Ну, мне больше запомнились текстовые какие-то квесты в игре, нежели чем вот эти вот иди ёбни того пирата и получи награду, типа. Или, например, «Жизнь и страдания сэра Бронте». Я, кстати, в него не играл еще. Но я видел, как игра играется. И это вот тоже хороший пример текстовой игры. Или вот, например, из новеньких совершенно. World of Horror. Тоже крутая игра. Интересный проект. Она была в раннем доступе очень долгое время, но недавно вышла в релиз. И там много чего добавили интересного. Как будто бы много 3D объектов, там прочее. Надеюсь, вот благодаря тому, что она вышла в релиз, там наконец-таки локализация, сука, на русский язык появится, или какие-то люди наконец-таки обратят на него внимание и сделают локализацию русскую. Вот этого жду. Не, я, конечно, могу как бы играть на английском языке, но тем не менее хотелось бы как-то все-таки почитать на русском. Она сначала на Switch вышла. Да, по-моему, она на портативках выходила в первое время. А, значит, здесь не цепляемся.
Да, по идее. Блин, я как этот Сильвестр Сталлоне из фильма «Скалолаз». Motherfucker! No, типа. I'm Rocky, no. Блин, сука, ты еще раз прыгни мимо, давай. Ёлы-палы. Я походу сдохну. О нет, слава богу, дошел. Так. Тихо, тихо, тихо. Ну-ка, цепляйся, цепляйся. Ёлкин. Вот. Отлично. Опять записка. Блин, почему такая уебищная тема в игре происходит? Доступность. Что означает? Размер шрифта. А, понял. Так, видео. Монитор. TSR скважина. DLSS. Серьезно? Общее качество. Давай низкое. Господи, это индюшка. Типа в ней графика нарисованная. Ты о чем? Давай ты не будешь мне кошмарить. Ты еще не оптимизированный. Какой DLSS? Еще и высокая все стоит. Это что, шутка какая-то? Вертикальная синхронизация. TSR. А как TSR работает, я вообще не понимаю. Блин, TSR, DLSS вообще. Хер пойми. Столько всяких разных технологий добавили вот по этой теме. И непонятно, на что она... Ну... В чем его предназначение, так сказать? Чтобы оптимизация увеличилась или качество картинки, чтобы игра лагала? Непонятно. До сих пор не разобрался, что делать DLSS. Не особо часто задавался этим вопросом. Угу. Так, окей, давай. Ну, игра как будто бы стала получше, да. Благодаря тому, что я снизил графон. Но картинка при этом совсем не изменилась. Ну, от слова совсем, правда. Выдумщики, блин. Но лагать стало меньше, это точно. Фантазер.
ты меня называла? Фантазия. А, серьезно? Это конечное? Дальше наверх никак. О. Да. Но мы, кстати... Блин, как же высоко. Это безумно тупая игра, если честно. Не, ну типа, ну блин. Что? О боже. Не, ну если бы игра быстро закончилась, конечно, было бы плохо. Но я просто посмотрел на это. Как говорится, глаза боятся, руки делают, но даже мне руки опускаются. Нихера себе. Огромный диск. О, еще раз дунем. Интересно, что-то изменится в игре, если мы вдунем ее? Посевы, да? Всякие. Пшеницы. Так. Огромный клоп. И проход появился. О, окей. Смотри-ка. Игра такая, типа, тут еще типа летающие твари есть. Иди вперед. Там таинственная хрень происходит наверху. Ну, как бы то ни было, эта игра, конечно, грамотно построена. В плане... геймплея, интересности и там прочего. Ну, в плане... В первый гонг дунули. Игра такая... На тебе новая игровая механика, питомец, который что-то делает. Сейчас вот во второй гонг дунули. Она такая, типа, опа, на, держи. Впереди еще всякая, типа, интересная хрень творится. Иди чекни.
какие-то летающие твари, куда больше всяких интересных существ показали. Но теперь, ну, не знаю, им остается только не наврать и воплотить, так сказать, обещания свои. Сейчас, подожди-ка, тихо. Прям по каким-то шахтам мне вперед. О, что это? Ну, кстати, плохо, что в игре нет каких-то угроз. Не понял. А, окей, ничего себе. Ну, какие-нибудь агрессивные животные. Какая-нибудь стрёмная мразь, которая могла бы гнаться за мной. Было бы прикольно, на самом деле. Это, блядь! Я кнопки перепутал. Ладно, игра такая. Окей. Пойдемте игру про Первую мировую играть. Шутер. Может, если она тоже кажется таким себе. Может, пойдем поиграем в КС. Так, а у этой игры вообще мало зрителей. 20 все. Игра совершенно неизвестная.
offensive, one faction tries to break through Ooh. enemy defenses sector by sector, while the other has to stand ground. The attackers must capture each sector by taking its objectives before their tickets run out. They win if they capture the objectives in each sector of the map. Objectives can be capture points or demolition targets. Capture points are won by having and keeping a majority of soldiers in the zone. On demolition targets, the attackers must plant a bomb that the defenders must defuse before it detonates. The defender's goal is to hold the sector until the attackers' tickets are depleted, which ends the match. After a sector is taken, the defenders must retreat or be shot. During the phase between sectors, the defenders have the opportunity to build defenses such as barbed wire. Both factions can also build and destroy forward posts that give them a foothold in the area. Guard yours well to tip the scales in your favor. Mortars, machine guns, and formidable mountain guns can be built at designated spots by engineers. Officers can call in gas, artillery, or smoke to push forward or tighten their defenses. Most offensives consist of multiple consecutive battles. Winning the first battles of the offensive gives the attackers more troops for the final attack. The attackers win the offensive if they succeed in this final climactic battle. Битва при Исонзо. Гориция. Ну, кажется, мы тут побеждаем. Willkommen an der Front, Kameraden! Едрить. Ага, круто. Kamerad ist gefallen! Ну, видимо, это боты. Ну, прикольно, окей. Abladen! Bitte um Deckung! Laden an! Deckungsfeuer! Блин. Саку. Какой-то Саку меня убил. Или все-таки это игрок меня убил? Походу игрок. Лол. Hurra! Ну. Horizon. Да, есть такой игрок. Это реально все игроки, оказывается. Ботов нет, типа. Так, нужно подняться на место помощи. Ёб твою мать. А, вон он валяется, ёб твою мать, хитрый гондон. Смотри-ка, они так-то нас это вот уже как будто бы оттесняют.
Атаки. Angefallen! А, мать твою, мать твою, мать твою. На, сука. Так, подлечимся. Блядь, пытается все время пристрелить. Монкей бой какой-то, ёшкин кот. Так, убить врагов 10. Да изи. Так, я хочу... Штурмовик. У него прям вооружение огонь. Я кто, итальянец? Я вроде итальянец, я не понимаю. Бастардо, да, я итальянец. Nachladen! In Verdeckung! Блин. Кто ты, блядь? А, правая мышка. Под пивас. Блюдок. Avanti, Savoia! Под пивас. Да, эта игра точно супер подпивасная. Пока закрыто. Блин, вот этот автомат я бы взял. Черт побери, он хорош явно. Прикиньте, с автоматом в Первую мировую бегать. Да. Это довольно-таки круто. Nachladen! In Verdeckung! Кнаби, давай. Keine Gefangenen! Блин, я прям в бомбардировку подлетаю. Блин. Типа игра прям на реализме. Ёлопало.
Да в смысле не попал? Ё-моё! Hurra! Vorwärts! Видел уже челика. Hurra! Давай, перезаряжай, перезаряжай, быстрее, е. Deckung! Сзади откуда-то, еба. Nachladen! Nachladen! Лефт. Блин, сложно им дается так. Вот мой отряд бежит туда и дохнет там. Давай-ка я пойду к ним, к своему отряду. Они налево все бегут. Как? Что? Как он меня убил? Ебать, они вообще жестко напали на нас. Они вообще вот здесь уже. Твари, что делать? Разведчик, инженера, снайпера. О, я вообще внизу где-то появился. Не, ну я теперь офицер. С револьвером как-то поинтереснее мне будет, кажется. Блин, они, враги уже тут? Точка возрождения. Что? Они это сделали? Они успешно прорвались вперед? Что? Офигеть. Stellung halten! Angriff! Обалдеть! Ты что, они уже здесь? А что тут можно вот так выглядывать влево-вправо? Ничего себе, серьезно? Давай-ка я к этому чуваку пойду. Не, даже к этим. Вот к этим надо. Der Weißbrotschade! Блядь, отцу. Vor! Verteidigste Stellung! Nachladen! In Verdeckung! Показалось. Вот это я хорош, двоих убрал. Так хорошо. Да блин, ну как не попал? Ну как? Два раза, ну ё-моё.
Жакрат. Во, сюда. Давай. Laden an! Deckungsfeuer! Bist du deppert, sofort in die Stellung! Насрать! Не доломай нахуй! Не доломай. У атакующих больше нет подкреплений. Наступление, победа. Победа. Ну типа все они умерли. Победа. Feld wurde vernichtet geschlagen! You shall not pass. Окей. Ну и команда, блин. Окей. GG. Не, походу прикольная игра. Австро-Венгерская империя. Больше всех выстрелов в голову. Лучшая меткость. Новый матч начнется через... Окей. Я подожду его. Это, видимо, цели выполнял, да? Больше всего. Окей, походу прикольная игра. Капоретто. Горный хребет Коловрат. Немецкая интервенция на итальянском фронте началась с комбинированного австро-германского наступления на Плацдарме Тольхайм через город Кобарит, также известный как Капоретто. Рано утром, 24 октября, 2200 артиллерийских установок начали один из самых крупных обстрелов за всю войну, который разбомбил итальянскую оборону. Благодаря скрывающей их передвижение и плохой погоде, атакующие переместились на хребет Коловрат. Там они взяли высоту 1114. Окей. Бой первый. Немецкая интервенция. Капоретто. Окей. Давайте. Попробуй-ка я за шнайперов. Mach dich bereit zum Kampf! Halt ihre Position! Есть. Я же снайпер сюда. Deserteure werden erschrocken zurück! Feigling! Сюда нельзя, серьезно? Feind gesichtet! Gib mir Deckung! Ich muss Еще не понимаю. Так. Ну-ка еще раз.
Ага. Блин. Наступай. Все нормально, наступаем, окей. Можно? Можно. Verdammt, er ist tot! Твою мать. Откуда ты слева замочил меня? Так. Ну-ка, вот с этой стороны зайду. Да гад! Гад вонючий, ползучий. Мне больно. Так. Блин, эта мразь где-то замыкалась. А, вижу. Есть. Так, спокойненько их всех отсюда перестреляю, пожалуй. Немного непонятно, не вижу. А они-то точно знают, где я нахожусь. Komm zurück! Feigling! Вот где он? А вот он, это он. Делайте, а? Как кроет, мразь. Есть, забрал его. Убил. Педро ученого. Урон. Да ну. Так, давайте-ка. Не, даже не стрелка. Штурмовик. Ага, F. Ох ты, блин, то не в здании, то авиаподдержка на подходе. Обалденно. Ты смотри, как они идут, а? Ты смотри.
Да его тоже убьют сейчас, сука. Ай-яй-яй. Да ладно, чтоб ты сюда больше не вернулся, серьезно? Куча народа, наверное, убил с этой точки. Так, тихо. Вот он где-то тут. Нет, это труп. Давай, быстрее. Блин. Gib mir Deckung! Ich muss nachladen! Вот ублюдок еще. Свой. Хорошо, идем в наступление, отлично. Der Feind hat Deckung! Rück an die Front! Das hier gehört jetzt uns! Let's go. Ах ты, тварь, мать! Мы возьмем эту церковь, мы возьмем его сейчас. Wir müssen uns zurückziehen! Granate! Schneller! Твою мать! Ё-моё, смотри на него, а? Сука, герой Италии бежит нахуй. Капитан Италия. На. Попал. Diese Stellung! Так, окей. Das hier gehört nun uns! Давай, перезаряжай.
Да ты, сука, сколько можно заряжать туда? Вот они тут. Ах ты, мать твою, боже мой. Там типа у них кто? О, вон он. Сейчас ударит артиллерия. Так, давайте пойдем с этой стороны лучше. Там наших достаточно, пойдем с этой стороны. Будет лучше, да. Так, ладно, одного забрали и нормально. Бежим вперед. Есть. Блять, сколько их тут? Stellung gesichert. Найс. Не оружие коряк. Кор-кор. Werfe Granate. Стветтер для меня убили. Да ладно, они прям жестко наступают здесь. Серьезно? Позиционная война. Да ну, мы можем потерять, а? Надо брать, надо брать, надо брать. Нельзя, 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 нельзя. Los, Attacke. Он меня просто зарезал. Они взяли точку А? Wenn am Nachladen.
СГС Леброн Джеймс. Так они вообще в тех зданиях далеко. Харитоны убил. Каркана. Блин, вот он лежит, сука. Deserteure werden erschossen. Блин, да ладно. Первая игра поражения. А боев всего 3, кстати. Die Schlacht ist verloren, aber der Krieg noch Через lange минуту новый матч. Сосо. Королевство Италия победило. Блин, а бодро шли же, бодро шли. Капец. Просто люди кончились, видимо, что ли, или чё. Тот еще фрукт. 3-й уровень. Прохождение. С помощью штыка убить 2 врагов. Выстрел в голову. Ага. Ну, за снайпер надо 5 раз в голову. Убить в положении лежа, пригнувшись врагов 5. Окей. Окей. Пьяви. Подступы к мосту к Видоре. Итальянская армия, едва сбежавшего окружения, возглавил новый командующий под его руководством. Итальянцы закрепились на берегу Пьяви и начали противостоять противнику. С этого началась первая битва при Пьяве, продлившаяся с 8 по 26 ноября. Блин, до 26 ноября играть так себе было. Ну, типа, как же работать? Проявляя чрезмерную самоуверенность, итальянцы попытались удержать подступы к мосту, сражаясь среди виноградников и узких улочек Видора. Напрямую с 12-й Силезской дивизии противостояла только 2-я Берсалеерская бригада. При поддержке артиллерии битва перешла в жестокую рукопашную схватку, в которую вступило подразделение кого-то там, и в общем все жестко. Zeit, sich die Hände schmutzig zu machen. Пиздец. Откуда у нее... А, вижу.
Привет, Рина. Классная игра, не знал, что такая есть. Да, она прикольная. Называется Исонзу. Есть бомж. Попал. Ах ты, мать твою. Ну сколько их там? Сложно понять. Надо спритить или лежа пристрелить для продвижения по службе, так сказать. В качестве снайпера. Может, и оптику подогнали бы. Кто его знает. Выстрелить в голову. Ну, еще 3 раза. Еще надо в положение лежа или сидя. Ну-ка, так, подползем сюда. Блин, там пулеметную установку установили, твари. Так, с этой позиции я не вижу. Так, вроде тоже никого. А вот так уже что-то есть. Вижу, есть человек. Но... Твою мать. Вот они что-то все столпились у этого здания долбаного. Где-то снайпер есть. Прибил моего другана только что. Вот он валяется. Ага. Давайте, пацаны. Есть! Взял его за жопу. О, боже мой, что это? Ах, он ублюдок! Это он меня убил, что ли? Там тоже какой-то чел на меня смотрел. О, так, вот отсюда ее. Давайте отсюда работать. Ща. Аккуратно. Так, и, пожалуй, сюда. А я... Блин, опять он? А нет, другой. А, вот он стоит. Твою мать. Мне надо пулеметную... Вот где-то вот здесь вот пулеметное гнездо надо поставить мне. Так, лучше выдвинуться отсюда. В этой игре настильности нету, что ли? Как это настильность? Das hier gehört nun uns. Gib mir Deckung, ich muss nachladen! Ползем. Угол постепенно падения пули пути. Ну тут-то, блин, близко. Не, ну я понимаю, типа ты имеешь в виду как в Battlefield, там, что
Метров 400, 500, там 800, вот это, или как в PUBG, грубо говоря. Ну, вся эта тема есть, по-моему, есть. Ну, или должна быть, я не знаю. Ну, казалось бы, расстояние такое. Пуля летит себе вперед вообще, ну, без проблем. О, боже. Я оглушен. Говнюк. Я у них в тылу, по сути. Ну как в тылу. Ломай! Ломай это дерьмо! Хорошо. Нацепи штыки, бегом по... Ага, ну у меня штык есть. Вот. Опа. Блин, бежать через это поле вообще страшно. А, у меня уже по мне стреляет, ага. Что это было? Что-то кинули как будто. Во, взорвалось. Ёшки, вот это же гранат. Так, я по полю пополз. Я как будто вижу какие-то движения там впереди. Непонятно немного. Еще подползу. О! Вот тут как будто что-то могу сделать. Внизу вон там. Вот слышу стрельбу оттуда и оттуда. Бля, беги, беги, беги. Давай, строй! Сейчас наши здесь будут появляться. Меня наградят. Все. Так, пойду с тем чуваком. Блин, а он хорош. Этот человек просто врыв жесткий устроил. Блин, я слышу немецкие возгласы отсюда. Откуда они прибегут? Непонятно. А! Итальянцы. Долбаный Адриано Челентано. Прикончили меня. Погоди, а что это такое? Почему? Я же чинил.
Горные стрелки обычно кипиряном постоянно горным бездельем. Отлично, разведчики умеют проникать в рутине. Разведчик. Ладно, потом разведчик. Я дурак! О, я урон нанес. Bin am Nachladen! Stellung gesichert! Пулеметное гнездо, заработай. Так, аккуратно, это уже опасно. Какого хуя? У меня итальянец здесь. Вы чё? Он меня просто топором захерачил. Deserteure werden erschossen! В смысле вы будете наказаны? Иди нахер, ты ублюдок! Это, сука, просто... Что? Где? Что? Как? Я не понял, вообще прикол. О, это попадание в голову причем. Какое приятное было. Los, Attacke! У него там пулеметная, сука, лучше. Так. Вот, смотри-ка, чё происходит? Ты посмотри, что делают, а? Блин, он мудак, что ли? Он до сих пор там сидит. Капец, его никто не убили, что ли? Ну, серьезно. Блин, его буквально отовсюду можно грохнуть. Вот так вот, например. Прикрытие огнем. Но этот бой проигрывать нельзя ни в коем случае. Блин, какая мразь по мне стреляет. Господь всемогущий. У нас время кончается. Пишут чувачки. Надо А брать. Блин, надо А брать. Так, давай-ка я штурмовика. Нельзя ползти. Понял, понял. Бегу. Да иди-ка ты нахер. Как... Das war's aussetzen! О, боже мой.
Блин, куда я смотрю? Сейчас я буду офицером просто. Бадео. Это что за дерьмо Бадео? Это оружие вообще? Greift ihre Position an! Господи, мы справились. На, в голову просто. Gib mir Deckung! Ich muss nachladen! Да блять, это чё, живой человек? Господи, нахуй. Блин, Гендон. Das hier gehört nun uns! Не понял прикола.
Веттерли. Блять. Gib mir Deckung, ich muss nachladen! Wir verlieren die Schlacht! Да как, блять? Откуда? Да пошел ты! Где? Да как? Пипец вообще.
Да, блять, ну ёбаный ты, сука, рот. Все время меня этот Леброн Джеймс валит нахуй. О, боже мой. Пошел ты, гандонский мать. Векё жесткий. Жесткий, да. Блин, сколько офицеров погибло на этой войне, просто безумное количество. ¡Sto ricaricando! ¡Guardate le spalle! Thank you. Ой, черт. Аббатство взял, да? Все отлично. Ну все, двигаемся вперед, go, 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 go. Куда мы идем? А, вижу. Komm zurück! Багаляха. Feigling! Да, все давайте туда пойдите, обратно вернитесь. Мы же просто так, ну, всем этим занимаемся. Блин, машину взять нельзя, печально. Было бы забавно. Обзорная карта. Блять, сука, ну вот он стоит же, оказывается. Ты чё, долбоёб? О, боже. Так, отдал приказ об атаке. Deserteure werden erschossen! Да я офицер, я не могу дезертировать. Вы чё, прикалываетесь? Это просто, типа, блин. План у меня такой, блин. О, какая тупая игра. Выгоднее было, очевидно, через мост пробежать. Но игра такая, нет. Это дезертирство. Ёбаный рот.
Не убивайте меня. Атаке, вперед! Сука, меня офицер или кто вообще? Почему я занимаюсь всем этим? Ух, расстреляли. Блин, там еще один. Опять Full Metal Kanye. Да ладно, ну как это вообще? Я типа, ну просто хер... О, нет. Не делай этого. Ело. Там пулеметная гнездо, оказывается. Почему этого никто не видит? Типа, как так-то вообще? Да ну нахер. Не, винтовки, конечно, тема, блин. Но в наступлении как-то пистолет получше, как будто бы. Ладно, давайте-ка возьму другого. Разведчиком еще ни разу не играл. Карабинер. А ну, коряк, по сути, тот же. А инженер что умеет? Ну, нифига себе. О, бронежилет. И что это? Кусачки. Молоток. Дай-ка штурмовика дальше играть. Да как я не попадаю по нему-то, лол? Да прикол это какой-то! Почему? Чел, а ты как вообще? С тобой нормально все? Зрение не подводит там? Или слух, может быть? Он просто под машиной, этот чел не понимает, где он. Ёб твою мать, я один просто взял и разъебал двоих просто махом. Вот еще один. Давайте, блин, работаем. Вперед, ёшкин кот. Ты чё, на приколе, что ли? Как так? Откуда газ?
Блять, быстрее перезаряжай, умоляю тебя. Сука, он уже там лежит. Как они так стреляют-то? Лос, атакуй. О боже мой, Майка Ти, я мышь. Der Feind hat die Überhand! Zurück an die Front! Блин, там слишком много народу справа теперь. Вообще да, надо слева как-то пойти. Да блин. Хорош. Höre werden erschossen! Да куча народу просто... Секунду.
О, гранаты. Ебой. Werfe Granate! Блядская шлюха. Haltet die Stellung! Бля, вот он, сука, пиздец. Ты прикинь, какая крыса, а? Бля, я охуенно просто. Всех просто нахуй взорвал, блин. Так. Давай, давай. Блин. Так они вообще... Они полный атас устроили у нас позади. Они у нас позади творят полный пиздец. Блять, откуда он тут взялся еще? Kommt zurück! Feigling! Los, los, los! Attacke!
Боже мой. Los! Attacke! Greift ihre Position an! Баля шлюха. Я вообще неправильно дал, да? Вот эту вот тему. Stellung gesichert! Britannico! Completami! А, бля. Не, ну тут вот. Sto ricaricando! Guardatevi le spalle! Gebt Ricarico! mir Deckung! Bin am Nachladen! Ich muss nachladen! Не, ну я хорошо прям гранат закинул, просто всех забрал. Ёбнул так ёбнул, как говорится. Deserteure werden erschossen! Deserteure werden erschossen! Zurück! Feigling! Greift ihre Position an! О, боже, он там. Ой, ёпта. Обалдеть, мы через мост сейчас пойдем. Вы че? Жесть. Не, ну вот это, вот это переправа через мост, это будет мясо просто. Есть. Los! Attacke! Los! Attacke! Да, иди, иди. Greif ihre Position an! Bringt die Decke!
Блин, там их прям до хера. Пять ящиков с гранатами рядом с точкой возрождения. Да блин, да лу. Это как? Это из чего? Спад СВ8. Спад СВ8. Das hier gehört jetzt uns! Какой нахуй Диган? Бля, ёбаный в рот.
Долбоёб. Почему он в нашу сторону ходит? Was nachladen! О, победа. Großer triumphaler Sieg für das Reich! Кто такие? ГДР. Прикольно. Халат. Окей. Постараюсь. Пипец, сука, я в ахуе. По 10 фляги убить. Mach dich bereit zum 10 Kampf! врагов. Бля, фляги-то нет. Greif ihre Komm zurück, Feigling! Greift ihre Position an! Greift ihre Position an! Komm zurück, Feigling! Los, Attacke!
Ай, твою мать. Кночен Том, блин. Прекрасно. Los, Attacke! Stellung! Да блин! Сука ублюдская. Rückzug! Gib ihm Daumen! Блин, их тут прям много. Поди ты, блядь, не беги сюда. Ну, так, сейчас еще попьем. Ну я видел его, я ничего не мог поделать просто. О, вот сюда вот пойдем. Я как этот Гал волшебное зелье выпил и сейчас буду уже сказать ябать и ябать. Это кто? Кто? Что? Не понял, вообще не понял. Ну смотри, а. Пришли сюда даже. Контратаку перешли. Los, los, los! Attacke! Да бляха-муха! Долбоеба кусок нахуй! Ну типа, блядь, ты чё, ебанутый, блядь? Он убежал, что ли, этот конч? Посейдон. Факасипур, пипец. Gib mir Deckung! Ich bin am Nachladen! Feindkontakt! На, ебать, там жестко. Кровь хлынула. Feindkontakt! Feind gesichtet! Давай, перезаряжай, урод вонючий.
Это разведчики типа работают? Помечают врагов? Так кажется. Не, это не оптика, это сигнальная ракета. На, в голову, блин, держи, братан. Я и привык по БФ-1. Здесь оптика только у одного снайпера. У остальных нет оптики. Снайпера все в команде может быть 4. И только у одного оптика. Это надо успеть занять эту оптику. Первая мировая хули. Бюджет такой. Не сказать, что шикарно воевали. На 4 снайпера, 1 с оптикой, да. У остальных нет оптики. Охуеть. Вот такой вот ноу-хау. Да фак. Wir müssen uns zurückziehen! Stellung gesichert! Das gehört nur uns! Deserteure werden erschossen! Бля, иди нахуй, игра, пиздец, блин.
или далеко? Deserteure werden erschossen! Бля, да ну нахуй. Deserteure werden erschossen! Да, прикольно. DLC. Фак, да что за говно? Бля, мне пизда, да? Гондоны ебаные, но вы могли просто убить его, прежде чем он меня убьет, нахуй. Position an!
Danke! Бля, я вообще не мог попасть по нему. Опа. Блин, жалко.
Не, надо брать обратно винтовку, пистолет. Такой. Передовые посты. Да ёбаный в рот, они не той высоты. Возрождаются, возрождаются. Greift Ihre Position an! Блять. Wir verlieren diesen Kampf! Entdeckung! Ich muss nachladen! Greift Ihre Position an! Los, los, los! Attacke! Greift Ihre Position an! Wir haben sowieso uno! Блин, это оружие карпани. Какого лица?
Блять. Ложись. Einer weg! Бля, пиздец, эта хуйня не перезаряжена. Feind gesichtet! Блин, хорошее место. Столько народу поубил. Das gehört nur uns! Блять, да ну нахуй. Ну ебаный рот. Не служи повышение. Los, los, los! Gib mir den Zug, ich muss nachladen! На, сука. Feindkontakt! Gib mir den Zug, ich muss nachladen! Feind gesichtet! Wir verdrängen den Feind aus dem Sektor! Feind gesichtet! Bin am Nachladen! Greift ihre Positionen! Greift ihre Positionen! Feind gesichtet! Fuck. Komm zurück, Feigling! Los, Attacke! Бля. Что-то плотно, Ein weiterer Sieg fürs Vaterland!
Пиздец, бля.